Привет. Всем привет. Так, сейчас мы сделаем, чтобы Яну и тут, и там показывали. Угу. И тут здрасте. Всем трям со всех сторон. Будете со мной готовить, это мне одной скучно здесь. Все хотят все время только кушать. А чтобы посидеть, постримить, времени нету. Поэтому будем вместе так. Вы будете кряхтеть и мне помогать. Привет, кого-то вижу. Привет, привет. Привет, привет. Будем что-нибудь сегодня, не знаю что, запекать овощи будем. Сегодня будем запекать овощи в духовке. Уже, конечно, везде новогоднее все, а я еще тыквы не наелась. Всем привет, привет. Сейчас что-нибудь запечем. И надо еще что-нибудь с фарша придумать. Добрый вечер. Что-нибудь из фарша. Какие-нибудь тефтельки накидать. Что-то наделать. Всем здравствуйте, заходите. Садитесь, берите ножи, будем все вместе чистить. Нифига вы не будете сидеть. Будем все чистить вместе. Кто любит чистить тыкву? Кухня занимает все время, что можно жить, но это все кухня. Вечный срач. Я уже напекла блинов, кстати. В прошлый раз мы с вами в прямом эфире пекли блины. Этот раз я уже тоже испекла, без вас еще. Потому что здесь все время из домашних очередей за этими блинами. И люблю чистить, если... Ага, молодая. Не знаю, какая она, тыква. Я не спрашивала у нее паспорта. В общем, кошмар. Кухня похожа, не знаю на что. Сейчас быстренько начистим. Главное все запихать в духовку, начистить и все. Так, я сейчас читаю, даже может мне не с компьютера читать, а отсюда с вас читать. Я с Ютуба, спасибо за сердечки ТикТок, с Ютуба и с ТикТока одновременно. Поэтому не удивляйтесь, что я читаю то, чего нету в вашем чате. Яночка, добрый вечер, как приятно, что вы в прямом эфире. А я вас в центре на площади ищу. Я сегодня проезда в Таллин. Да вы что? А что мне делать на площади? А что там делать? Там снег и холодно. Ищите, да, не найдете. А видите где-то доказательства. А вы откуда? Что вы проездом в Таллине? Вы откуда и чего? Вы откуда и куда? Здрасте, хорошего вам вечера. Спасибо. Берите ножи, садитесь, будем сейчас все работать. Между прочим, вечером. Ничего не вечера, все будут пахать. Живу недалеко от Валки. Валка, Волга. Поняла, Литва, да? Это хорошо. У вас, от вас, это ТикТок я сейчас говорю, часто ездят к нам в парк Тагепера. Спасибо за сердечки, ТикТок. В Тагепера парк. И в этом году там тоже будет что-то опять новогоднее, какие-то трактора. Да. Что-то все украшено. В прошлом году была карета, или это летом было. Вот это вот, которая Алиса зазеркали, или как она там. Там весьма красиво. И я знаю, что Литва и Латвия очень много там и в СПА, и везде вот ездит именно Литва-Латвия. Тут он напихал в машину все так, что ничего не понимаю. Очень красивая женщина. Это не Литва, что Латвия, Литва, Латвия. Здрасте.
У вас там елочка, да. Я из Питера, в Нидерланды. Ну если бы я знала, я не знала, что у вас такой путь. Вы не говорили. Да я все равно не могу все время так. Это невозможно бегать. Ой, случайно вот встречаем, вот с Германии встретили зрительные около елочки. Встретились еще где-нибудь. У нас там елочка украсили, на Ратушной были. Там только лампочки или уже навешали, как их, шарики. Шарики, небось, опять одни и те же, золотые, или в этом году что-то добавили. У вас там елочка, да, на добрый день. В Испании в декабре поедете отдыхать? Ну а как же? Конечно, как же мы без Испании в декабре? В самое время быть в Испании в это время. Здесь я посмотрела сегодня. На зиму, говорю, достаточно, я все посмотрела, можете выключать. Дайте мне что-нибудь потеплее. Не хочу, зима это все. Здравствуйте, кудрявая мадам. Ну, здрасте тебе, что ли. Привет, привет, Натали. Я вот была на Ратушной. Шарики золотые. Ну, сколько я себя знаю, они всегда золотые. И лампочки, и все это. Что-нибудь добавили хоть, нет? Да. Вот я была. Да, там только... опять начинается. Давайте без политики, хотя бы сегодня, да? Не хочу отвечать на ваши вопросы. Мне эти ваши провокации, знаете, ни в одно место, ни туда, ни сюда. Сами играйте в это. В Эстонии все, знаете, нормально. У нас ни войны и ничего. И нам ваши игры не интересны. Про свои государства спрашивайте сами. Я же вас не спрашиваю, чей Саарема или Муху. Вы вообще знаете, что в Эстонии есть острова? Вы вообще даже не знаете, да? Мы про вас должны. Почему? Молодцы, в Эстонии только от климата можно сгнить. Вот это точно. Я не могу уже смотреть на этот климат. Я сегодня вытащила себя за волосы буквально, поэтому они кудрявые. Какая дочка, Диана? Какая дочка? У меня их две. Какая вас интересует? У нас на выбор палитры. Добрый вечер. Да, здесь можно даже не с компа читать отсюда, с двух сразу хорошо. Один глаз в ТикТок, другой туда. Ну так и вот. Вытащила я себя за волосы, значит, пора двигаться, потому что лицо не влезает ни в кадр, задница в штаны. И решила я это, ну как мы всегда с вами в ноябре, так начинаем, да? Думать о здоровье. Да, я знаю, что о нем надо думать всегда, не бла-бла-бла. Но, в общем, я пошла в бассейн. Пошла в бассейн, вернулась на свои тренировки, акваэробика сегодня, значит, была у меня. Я ужасно расстроилась. Ужасно расстроилась, потому что, когда я уходила в мае, вот на лето, да, выезжала на дачу, у меня на абонементе, на карточке оставалось там, ну, на занятие 4-5, наверное, денег. Одна тренировка стоит 8 евро в бассейне. Это акваэробика. Вот, и я сегодня пришла с такой уверенностью, что у меня там... Спасибо за сердечки ТикТоку и Ютубу, что у меня там денег полно, но на всякий случай карточку я взяла банковскую. Мало ли что, и мало ли что случилось. Оказывается, этих денег нет на карточке, они сгорели. Если ты 3 месяца не пользуешься, не ходишь в спортклуб, эти деньги сгорают. А я была в мае, май, июнь, июль, август, извините, август я на даче, я еще и в сентябре на даче, то есть... Не позорюсь, Эстонию, чемоданы, чебоксары, чебурашка. А что мне там делать? Я никогда там в жизни не жила. Что все не готовить? Сегодня будем, во-первых, разбирать этот срач. Здесь я уже блинов напекла, грибной суп сварила, у меня было немножко шампиньонов. Потом у меня фарш, здесь надо что-то делать. И будем сейчас запекать с вами овощи, чистить тыкву, морковку, все это в духовку, а потом просто ножом и вилкой, так это и все. А соус как-то я сделала своим здесь картошки, сметану, немножко чеснок или зеленый лук, чуть перчик, соль и соус тоже разошелся, так знаете, за 5 секунд. Хорошего настроения общения, специально, прекрасно выглядит, спасибо. Сколько возраст дочек?
А вам какую надо, я не поняла. Вы спрашиваете дочку, а какую хотите-то? Старшую, младшую? Вам какую надо? Вы какую знаете? Начнем с этого. Спасибо за комплименты, спасибо за сердечки. Я вот так вот стояла бы, читала бы и болтала бы с двух чатов. YouTube, спасибо за сердечки, лишь бы здесь бы ни черта не делать. А здесь делать не хочу ничего. Почему вся жизнь женщины проходит на кухне? Все время только все хотят есть. Все только приходит, все открывают холодильник, и там все исчезает. Почему так? Так что суп уже готов. Tere ilusat õhtut teile ka, aitäh! Что из импульса? Что из импульса? Какого импульса? Вы о чем? Дочка, из реабилитационного центра, так она в импульсе как раз у логопеда и на музыке поет. Вы оттуда смотрите, что ли? У вас? Пока никого дома нету, решила выйти, потому что сегодня буду бегать, что-то хотеть. Кушать, пить, есть. А климат в Эстонии, к сожалению, да, ничего не сделаешь. Такая у нас страна. Ну, климат, да. Отсюда надо уезжать. Осень, зима, отсюда надо уезжать. Весна, осень, здесь нормально, а вот это вот когда зима, отсюда надо дёру давать, это правда. Спасибо за сердечки. Откуда оттуда пришли? С импульса? Вы с импульса, что ли? Господи, боже мой, Кристина как раз там, если вы про нее. Она пошла петь к логопеду и петь, по-моему, на музыку. Так, ну что будем запекать? Будем тыкву, сейчас всего накидаем на противень. Между прочим, запах отличный, вот это когда все запекается. И еще я все-таки в Эстонии нашла оливковое масло, какое надо. Нас вот наша зрительница Ланочка Монахова учила на Кипре выбирать оливковое масло. Она сказала, важный показатель кислотности. Яночка готовит. Яночка разбирает срач на кухне. Сейчас будем овощи запекать. Так вы с импульсом. Класс. Рассказывайте, как у вас там, что в импульсе. Да, вот, сейчас я, подождите, что я уже забыла. Потом берем, сейчас будем с вами запекать. Ну да, так вот про масло. Я всегда очень плохо относилась к маслу оливковому. Я его терпеть не могла, которое покупала в Эстонии. Мне все горько, мерзко. Привет. Мне все... Сейчас покажу. Мне все горько, мерзко, а люди там, вот, я только с оливковым, я только с оливковым. Вот, и это, а я не могу, мне горько, мне мерзко, и там и какого-то отжима, и другого отжима, и 10-го отжима. Вот, и весь горький. И думаю, ну почему я так не люблю, ненавижу это масло? Поехали на Кипр, а там в пиццерии
Или нет, это на Мальте было, еще на Мальте. На остров Гозу поплыли, и там в пиццерии кушали, и там это принесли как хлеб такой, типа комплимент от заведения. Там на столах стоит это оливковое масло, можно капать, типа они показывают, и есть. Думаю, боже, как это можно есть. Попробовала, а оно такое, что его можно не есть, его так можно. Вот, и наша зрительница нас научила, в чем секрет, и почему мне всегда все не нравится. Важно смотреть на кислотность. Кислотность. Вот кислотность 0,3, а лучше 0,2. Вот я на всю жизнь запомнила, спасибо Лане большое, она научила. И в Эстонии я не могла найти. И, во-первых, у нас нигде не пишут это. И как только это не пишут, покупаешь кислятиное дерьмо. 0,3-0,2 кислотность должно быть. Ациди, вот это надо смотреть. Где можно найти в Таллине, мы покупаем. Это я вообще купила, по-моему, в Вифе, когда мы ездили, по-моему, в Сельвере что-то. Вот, и я их 2 взяла. Но вот надо смотреть по магазинам. Не могу сказать, может быть, Стокман, может быть, даже в элементарной Максиме стоит. Ну, не знаю, это... Да, так что вот это вот. Смотрите кислотность, ищите, попробуйте хоть на одной бутылке оливкового масла найти вот эти проценты. Их нет, нигде нет. И тут я одно нашла, да, но может быть очень дорогие какие-то. Ну не знаю, это тоже не дешевое, конечно. Но зато его можно употреблять, так скажем, мягко. Так, пошла за противень. Сейчас мы с вами включим духовочку. И будем, наберем сейчас всяких овощей, что у нас есть, все туда. А что у нас с вами есть? Морковка. Можно это потом все в пюре как бы, да, а можно нет. А можно, да, поищите, запомните, что кислотность должна быть 0,3-0,2. Я не спрашивала на ярмарках, вот которые я всегда показываю, да, на ютубе везде. Это я для ТикТока, что у меня основа YouTube все-таки. Тыква. Вот эти ярмарки. На этих ярмарках стоят испанские, по-моему, товары. Там есть оливки, еще что-то есть. И вот там тоже стоят масла. И как-то там всегда очередь. И я не спрашивала. Кабачков парочку. Господи, только начала говорить, уже заикаюсь. Боже мой, что только... Привет, привет. Да. Что еще есть? Лук еще. О, помидор гнилой нашла. Ура. Сейчас все будет. По феншую. Ну, короче, все, что есть, берем. Чистим. Мне камеру так не поставить, чтобы было и видно, и как готовлю, и себя, и туда, и... Короче. Вот. Ну, в общем, сейчас это все... Подниму, покажу. И вот, и я в Вихе проезжала, и мы в Вихе взяли, вот у меня еще одна есть. А если они кончатся, то в Таллине я даже не знаю. Вот, может быть, на ярмарках смотреть. Ярмарки сейчас... будут везде, они будут интересные, такие атмосферные. Вот сейчас была последняя ярмарка, которую я снимала в Тонтераба, и там уже еще не было вот этих вериворстик, там ничего такого, кровяных колбасок, квашеная капуста уже была. И следующая ярмарка будет 14 декабря. И вот там, возможно, уже будет и вериворстит, и все. Я спрашиваю, что нет еще? Или говорит, нет, еще не делали. То есть их будут делать еще. Но попасть... Я вот такой глубокий с бортами беру. Но попасть на хорошие кровяные, это тоже большое искусство. Сколько я не брала по отзывам, и присылали мне, чтобы на рекомендацию, да, зрителям, тоже не рекомендовала, потому что, не нравится. Есть такие колбаски,
Значит, чем они отличаются, как объясняют производители? Сколько вот я разговаривала на хуторах с эстонцами, все. Значит, в магазинных колбасках кровяных в составе не кровь, а порошок. Порошок разведенный и вот этот вот кровь. Ну, кровяная, да? Это эстонская национальная на Рождество. Я так вдруг кто чего, может, не понял, о чем я. Вот. И на хуторах якобы делают с добавлением настоящей крови. Да, звучит, я понимаю. Но, тем не менее, для поднятия гемоглобина и вообще для здоровья это здорово. Это вообще-то полезная штука. Но звучит это так все. Кишки, кровь, да, понимаю. Значит, так, что у нас еще? Лука надо. Чеснока. Чеснока. У нас кладовка там чеснока, лука, наверное, такого, но я все равно его разрезаю. Ну так побольше, он вкусный. Ну, в общем, всего, чего дома завалялось, вынимаете и все. А вот, кстати, картошку запекать, я в прошлый раз клала с картошкой, мне не понравилось. Какая-то она высушена, сырая. И как-то мне совсем нет. Нет. Привет. Привет. Здравствуйте. Мы брали колбаску кровяную в Гроссе в магазине. Это было самое дешевое, вкусное. Да, кто-то из вас мне советовал в прошлом году. Я тоже брала в Гроссе. Не знаю, я испорчена тем, что когда я работала в центральной больнице в Таллине, я работала в празднике, была молодая, и нас ставили в праздники, я сама хотела, была не замужем, без детей. Пожалуйста. Прошу. Ты слушай, ну ты как-то бы это, да. Кот Маркиз. Вот. И там эстонцы, которых не выписали на Рождество домой, им приходили родственники и приносили вот эти веревошки самодельные, сделанные на хуторах, для себя, грубо говоря, не для продажи. Ну так вот я вам скажу, они угощали нас, да, сестер, и я вам скажу, что никогда и нигде больше вкусных таких я не ела. Тоненький, как будто бы какая-то травка там хрустит или что-то такое, но это вообще несравнимо, конечно, не с магазинной и, к сожалению, то, что на ярмарках и на всех этих распродажах рождественских, тоже нет. Ни Гросси, ни магазинной, ничего, не знаю как-то. Мне не нравится. Я, наверное, теме испортилась, или я не знаю. К сожалению, это помидор. А ты на что рассчитывал? Ты рассчитывал на что-то мясное? А здесь тыква и морковка. Тоска какая, да? Ну у меня фарш есть. Мы сейчас с тобой что-нибудь придумаем. Придумаем что-нибудь котлетное, конечно. Так что я не знаю даже, что сказать насчет этого дела. Мне оно как-то не очень все нравится. Так, в общем, я немножко на противень этого масла побрызжу. Побрызжу. Вот оно вкусное, это вот единственное, что мне нравится. Вот теперь будем чистить. Все взяли ножики, что я одна не хочу. Самое тяжелое чистить это тыкву. Кто смотрит меня давно, знает, как я люблю раниться здесь. Что-нибудь отрежу, пол руки, пол пальца или еще что-нибудь. Но сегодня вроде не так много этих овощей. Для того, чтобы выскребать серединку у тыквы, я использую такую ложку железную для мороженого. Она вообще не гнущаяся, ничего. Покупала в магазине. Магазин, который называется магазин. То есть мелочей или как там. И вот она несгибаемая. Еще ела в 91 году, она была такая вкусная, что я ее прям сырую ела. Такое больше никогда не ела, но
грозе хоть кушать можно. Ну, да. С кровяной дело такое. Когда еще капусту можно натушить как надо, самому себе, да, то с этим уже сложнее. Так, мы сейчас сразу с вами начистим это все куда-нибудь. Куда-нибудь. Таллин завалило снегом. До сих пор мы смотрели с ужасом, как там на Видовирума снег. А теперь и у нас. Утром я пошла... Привет. Утром я пошла на эту тренировку. Вышла и не поверила глазам своим. Какой ужас. Все в снегу. Но знаете, это этот момент, когда все-таки красиво вот это в снегу, но красиво. И не вот это на березках, такое вот волшебное. Это еще ничего. Такая зима, это красиво. А вот если начнется все этот лед, снег с дождем, то, конечно, радости мало. Но будем надеяться, там по прогнозам, по-моему, одни минусы сейчас идут. Чистим тыкву. Мне нравятся картофельные колбаски, мама в детстве делала. Это интересно. В Волге тоже снег идет, тикток, да? Ага. Второй день. О, у нас все замело сегодня. Везде было, а в Таллине не было. И сегодня и у нас теперь. Чищу тыкву. Кстати, вот тоже этой, не хотела сказать зубочисткой. Это овощечисткой. Она так раз-раз ее и все. Хотя это раз-раз, вот в прошлый раз, по-моему, палец я отрезала именно этой чисткой. Вообще тыкву чистить самая неблагодарная. Она такая тяжелая какая-то, я не знаю. Короче, я не хочу ничего делать. У нас чего? Зима? Где? У нас это где? Ну, когда зима, как должна быть зима, это тоже красиво и хорошо. Здравствуйте, что у нас сегодня на ужин? Сегодня запекаем овощи, целый противень, и посмотрим, что сделаем из фарша. Наверное, может быть, тефтели или что такое. Как там ваша зима? Зеленая еще ничего, а белая вообще кошмар. Точно. В Эстонии так и есть. У нас и летом холодно, и зимой холодно. Но когда хоть снег и вот такой вот иней, это ну, хоть немножко, хоть красиво как-то. Так вообще. Если это в слякоть уйдет, то... Как там с уборкой дорог? Справляются, не справляются. У нас как начнет внезапно валить снег, так и все. А у вас что на ужин? Вы что там делаете? Тоже давайте готовить. Берите ножики, чистим тыкву все дружно. Что я должна тут одна? Уже кто-нибудь дома наряжает свои квартиры, имею в виду? Там всякими гирляндами. Еще чем-нибудь. Кто-то уже елки ставит. Видели, я показывала, в депо елки продаются. Ну, это YouTube, TikTok, наверное, не видел. Я как-то туда нет. Мне не хватает на два. Зима будет суровая. Привет, Слокса, да, кажется. Подождите, это. Слокса, да, грибник, помню. У нас на ужин блинчики. Да, в прошлый раз мы с вами делали шикарный. Господи, как у меня их съели. С мясом, с творогом, да. Ой, но вы знаете, я довольно долго не подходила сюда на кухню, потому что они ели эти блины. Потом киселя было, целая кастрюля, и хорошо. Гречка с тушенкой, тоже вкусно. Хочется посетить Таллин зимой и оказаться в белоснежной сказке.
Да, хорошее желание. Об этом мечтает вся страна. Главное, что у нас две проблемы в Эстонии. Будут ли valged jõulud, белое Рождество, и будет ли дождь на jaanipäev, это 20. Ты что ешь? И в июне месяце. Так что насчет белой сказки это очень редко. Можно попасть в Лёрцы. Не знаю, кто что делает. Я отработала и еду в тренажерку. О, молодец. Стакан кефира. Поняла. Я с вами. Стакан кефира. Пойдете на открытие ярмарки? Не знаю, прям на самое открытие, но что там открытие? Толпа. Не знаю, хотелось бы как-то атмосферно все это снять, а я не очень люблю все открытия. Не знаю. Толпа, и все это как-то... И чего? Нету этой атмосферы такой. То, что хочется вам показать, толкаться там как-то. Ну, не знаю, посмотрю. Вообще не очень люблю ходить на открытие. Прийти надо тогда наоборот, когда все уйдут, и тогда вот показать своими глазами толпу, концерты все эти, сразу авторские права. Винегрет, ой, это вкусно, хочу винегрет. Вареники с квашеной капустой, такое бывает. Привет. Здравствуйте, дорогая Яна, здравствуйте. Привет вам из Витебска. Не могли бы вы, пожалуйста, передать привет моему дорогому другу Ильясу Мазаенко? Ильяс Мазаенко, вам привет большой. Люблю смотреть ваши душевные трансляции. А, кстати, понюхал тыкву и побрел к двери. Конечно. Пищит, пусти меня. Оно ему надо вот это здесь, конечно. Морковку будешь, Маркиз? А? Сказал бы он. На здоровье, на здоровье. Маркиз, да, не, маркиз такой не надо. Маркиз, будешь морковку? А лук? А кабачок? Ты только при слове котлета реагируешь, да? Сейчас надо что-нибудь из фарша еще замутить. И там, по-моему, еще кусочек куриного филе. Вот это бы надо мне для себя чего-нибудь потушить. Маркиз, иди морковку ешь. Что ты нанесла? Будешь морковку? Морковку будешь? Морковку. Ну. А куда ты? А почему ты овощи не хочешь? Что ты кривишься? Ну что там, дверь закрыта? Открывай. Ты приходи еще. Потому что фарш-то все равно будет. Может, что, договоримся? Ой, не говори. Баба вообще огонь. Яна, расскажите, пожалуйста, вкратце, чем закончились выборы. Хороший результат получился. Да, результат, по сути, получился прекрасный. Партия выиграла. Но выиграть и выиграть, оказывается, разные вещи. Выиграть в абсолютном большинстве не получилось. Не хватило 3 мандатов для того, чтобы руководить единоличной полностью. Поэтому необходима коалиция. Коалиция из 2 зол выбрали менее. Я думаю, что только в таком варианте можно будет свои обещания избирателям исполнять. Вот так. У вас ходят белые медведи по городу, конечно. Цветы пересадили, да, покажу, наверное, в завтрашнем ролике. Вот он у меня сейчас висит, в смысле, успею я сейчас после стрима или нет. Конечно, ходят по городу еще не только белые, еще бурые и панды ходят. Я замариновал щуку, приготовил в микроволновке. Кушаю, вкусно. Даже псы прибежали, особенно мой
вырывается рта. Надо ему отдельно. А нашему ничего. Ну как ничего? Если бы здесь сейчас разделывалась печенка, то он бы, конечно, или щука, он бы тут, конечно, стоял на задних лапах. Кому нужна морковка и тыква? Меня вот удивительно муж любит рай на земле, конечно. А что вы обещали? Нет, мы не обещали никакого рая, но мы обещали... Там конкретный список, вам весь зачитать? Привет из Нарвы, здравствуйте. Лайк поставил за белых медведей, молодец. А за панду? И за бурых, и за гризли тоже поставь, пожалуйста. А я люблю сам готовить, молодец. А что ты любишь готовить? Так, морковка есть, тыква есть, чистим лук. В прошлый раз клала картошку, мне не понравилось. А, кстати, у меня это снято, я могу поставить это видео тоже. Пришла сегодня с этого бассейна, потом еще плавала там, и как-то замерзла, а выходишь, воздух тоже какой-то прохладный. Господи, ну как же ничего не видно? Перепишу. Вы меня, а я вас. Все что угодно, например. От Бога повар. Челябинск. Да, конечно. Разве не похоже, что Челябинск? Конечно, Челябинск. Вот, и выходишь из бассейна, какой-то воздух прохладный тоже. А баня единственный день сегодня не работает. Там меняют топку. Было всегда 3 бани в этом спортивном комплексе. Одна не работает давно, паровая такая, хорошо для лица было, знаете. Потом 120 градусов давно закрыто. И теперь вот эту 90, ее меняли топку сегодня. Ну, в следующий раз, может, будет. И вот выходишь из бассейна, и нету никаких сил. Я одна такая, которая вот после этого бассейна, после всего этих тренировок, абсолютно обессиленная, могу только лежать и храпеть. Как это люди? Ой, спорт придает столько энергии. Какой энергии? У меня вообще ничего, только спать могу. Лайк поставил за белых. Молодец. Челябинск, привет. 1000 километров от Челябинска. Ну, почти. 100, да, 100 сантиметров по карте, да. Так что да, и сегодня как-то это все. И тоже перерыв большой был между этими тренировками. Ну, давно я не была, в мае. Все болит, спать охота, делать ничего не охота. А если вы хотите, чтобы у вас в квартире появилась ракета, если дома уже крала. Чего? Бассейн расслабляет. Ну да, наверное. У меня вода всегда забирает энергию. Любой спорт у меня всегда забирает энергию. Я ходила, и, как я говорила, на сушу. Позанимались спортом. Такое весь бодрость. Какая бодрость? Я устала, я спать хочу. Да, и после бассейна еще мне не нравится минус бассейна жор. То, чего мне вообще нельзя. Как раз таки, да. Вот этот вот есть момент. Поэтому мы сейчас с вами наделаем овощей. Поедим. Да, расслабляет. И как-то, я не знаю, что-то сегодня денег забрали, баню не дали. Ну, это все такое. Снег выпал, мне неохота. Обычное человеческое. Главное, самое, знаете, выйти из дома. А выйти неохота. Ну, короче. А женщин очень много на акваэробике там, между прочим. Молодцы. Ходят, стараются, занимаются. Умнички. На них посмотришь, и тоже хочется ходить. Хороший пример. Да, вода расслабляет, спать хочется. Угу. И потом еще всегда меня знобит днем. Вот это от воды. И на даче, там, если покупаешься в озере тоже, потом вдруг часов 5-6 начинается как-то почему-то холодно, ни с того, ни с сего. Когда уже все отовсюду пришел и забыл, то почему-то, да, знобит так. Какой-то приглашает меня в совместный эфир.
уже ушел. Вы мне говорили в прошлый раз, что не надо принимать. Я вспомнила. Так, в общем, намыли. Здесь у нас с вами масло. Теперь сюда это все дело покромсаем, помоем. Я произвольными кусками, не по линеечке, ничего. Просто как есть, нас стругало и готово. Всегда все готовится, никогда ничего крепкое не остается. Так, это тыквочка у нас. Теперь пойдет морковка. Морковку я тоже произвольно на куски. Ну, здрасте. Ой, господи. О, спина. Старость не радость. И обязательно чесночок. И обязательно еще в эти овощи надо добавлять какую-то травку. Там тимьян, я не знаю, базилик, свежий, вот что есть или не свежий. На даче все грозилось собрать можжевельника, ягоды, так и забыла у них, вот не собрала ничего, но они продаются. У вас акваэробика, да. Овощи тушим, аква, да. И потом, ну, поплавать там еще минут 30-40. Просто так. Хорошо, ну, как-то потом весь день спать охоту. Так, морковка на оранжевая все получается. Морковка, тыква. Теперь возьмем кабачок. В общем, все овощи, что есть дома. У меня есть еще, знаете, что сельдерей. Я вообще не очень его люблю, но всегда добавляю его при варке бульонов. Вот. Ой, перчик. Боже, что только не найдешь в этом холодильнике. Это называется у эстонцев «недара рингвата». То есть за неделю все, что старое есть, делаем жаркое. Вот этот сельдерей. Нет, не этот, вот этот. Нормально. И перчик еще. Он не острый, он очень сладкий. Вот такой тоже еще перчик положим. Привет, привет. Так, его тоже. И веточки вот чего-нибудь. По-моему, чего-нибудь у меня есть. Обязательно помидоры. Желательно черри. Но у меня такие какие-то средние. Хороший перчик. Я думала раньше, что это чили, и боялась его покупать. А нет. Он сладкий, обычный перец. И очень вкусный. И внутри он. У нас с вами, с мамой, наверное, будет стрим обычный горизонтальный в пятницу, наверное. Да, фалоимитатор другой. Для фалоимитатора это очень скромно, согласись. Или у тебя так? Сандра, привет. Акваэробика с виртуальным тренером и программой по монитору или живой человек? Живой. Я ее не щупала, но, по-моему, она очень даже живая. Живой обычный тренер. Стоит. Какие у нас темы? Сандра, у нас всегда всякие темы. Мне неохота стоять готовить здесь одной вечно. Что-то надо готовить. Поэтому я выхожу в эфир, чтобы мне вместе с вами все чистить и делать. Сегодня мы запекаем овощи. А темы у нас всевозможные. У нас кто во что гораст. Хотите какую-то конкретную тему, валяйте. Так. Привет, лайк. Здрасте.
Ага. А у меня на ужин сейчас картошечка вареная, капустка квашеная, винегрет, котлетки, пирожки с капусткой. Все это из коп с линнометанов. Поняла, я так и думаю, молодец, наготовила. Не заморачиваюсь у плиты, не люблю. Атисю, спасибо, я тоже терпеть не могу. А ты только что приготовила ужин, карбонара. О, кто спрашивал про дочь? Вот одна пришла, вам какую надо было? Вам надо было младшую, да. Это в ТикТоке надо было младшую. А то пришла старшая в Ютубе. Дальше чистим, не расслабляемся. Сельдерей полудохлый. Тоже берем, чистим. Можно было бы грибов, но грибы я уже в грибной суп сегодня шлепнула. Я уже суп сварила на косточках. Знаете, дешевые косточки покупаешь? С них бульон и грибной суп. Ну, потому что у меня осталась коробка коричневых шампиньонов, куда я их. Поэтому будет суп. Смотрите, у нас полный противень белиберды всякой тут. Это ж хорошо. У меня вот муж очень любит, кстати, запеченные овощи. Так, теперь вот тыква, морковка, лук. Сейчас положим кабачок, сельдерей. Ну, красота же. Сейчас это все со специями. Сейчас все будет по фэншую. Так, лучок. Лука много, его не жалею, я его тоже произвольно кусками накидываю. Он всегда такой мягкий, знаете, как чуть карамелизированный даже, что ли, получается. Никогда лишним не бывает. Так, цветы я пересадила, кто-то спрашивала. Вот, пересадила как цветы. Только один большой. У меня эта земля ушла только на один цветок. Мне на больше ничего не хватило. А больше там ничего и нельзя трогать, этот рождественский кактус. Чтоб его оттуда вынуть надо, дернуть рождественский, а он сбросит все бутоны. Хотя вы пишете, что ничего не будет. А не знаю, у меня всегда... Чего? Вика какая такая, пригласить кого, чего? Вы русская? Ну как вам сказать? Привет, Маркиз, заходи. Ты знаешь, здесь ничего не изменилось, все тот же лук и тыква. Ничего, к сожалению, не изменилось. Да. Все. Теперь помидорчики. У меня такие они, но не черри, а как бы... Типа того. Я их даже, наверное, разрезать не буду. Просто так вот накидал. И готово. Тоже, кстати, очень вкусная при запекании. Но вообще шедевр. Главное, очень сложно. Теперь берем чеснок. Всем привет, нравится мне ваш город. Периодически навещаем, очень рада, что вам нравится город. Всем привет, стри. Яна пришла, ставим лайки. Правильно. Спасибо, Яночка. Всех их надо, да. ТикТоку спасибо тоже за лайки, за все такое. Привет, Сандрочка. Натали. Сандра, кто тебе там пишет? Кто тебе там пишет? Привет, ты похожа на транса. Почему похожа? Я и есть транс. Яна, вы молодец. Овощи запекаете, вкуснота. Ага. Честно говоря, я люблю больше, конечно, здрасте. Ты не знаешь, что я поняла? Я, конечно, бы с удовольствием съела беляш, но у меня лицо не лезет в кадр, поэтому я должна есть брокколи, кто оно там. Joulukaktus ei taha liialt. Nii pikalt peale otsimast kohe. Aga te kirjutasite mulle täna vist selle kommentaari, jah?
jahe vett, ahah, hakkab kevadel õitsema ja kevadel ja ka mul järsku hakkas praegu, ta õitseb 2 korda aastas, enne jõule, noh, novembri lõpp ja siis kevadel ka ja siis peale seda ma lõikan teda kohe nii palju, aga seekord ma mitte unustasin, vaid no ei olnud aega, no ka alati. Ja siis ta kohe oli nagu pool must, pool pruun ja ma mõtlesin, et viskan ära, ostan uue. Aga järsku tulen vaatan, ta nii õitseb nagu. Palub, ära viska. Да, так. Значит, намешали мы здесь всего чесночка побольше. Чесночка. И каких-нибудь сейчас веточек. Пороемся, что-нибудь у нас там засохшее есть. Uued sordid. 2 korda. Uued sordid. Minu oma ka õitseb 2 korda. See on uus sort juba või? Mul oli igasugused. Valged olid, roosad, tumepunased ja ikkagi kõik kuidagi, saate aru. Ja. Помирают. Это мы про цветы. Это мы про рождественский кактус сейчас болтали. Новые сорта кактусов, вот говорят, цветет 2 раза. У меня и цветет 2 раза. Я его решила выкинуть, но я говорила, кто ролик видел, никто не видел. Рождественский кактус. Почернел какой-то, фу. Я его забыла обрезать, да некогда было. Всегда некогда. Маркиз, что? Что? У меня нету котлеты. Не мяукай. И все, и думаю, сейчас вынесу в помойку, и тоже не хватило времени. А подошла, он цветет весь. Это мы про это сейчас говорим. Чеснок можно было бы, кстати, даже не чистить. А знаете, вот так вот целиком его напихать, а потом нажать, и он весь вылезет сам. А вот как червячки, когда готов. Но обычно я так делаю, когда блендерю все это. А сейчас, мне кажется, я так просто. Просто так. Надо еще чесноку, чтоб ядрено было. Так, и какие-то веточки должны быть. Сейчас в холодильнике будем лазить. И приправы тоже. Приправы вот на кто что. Я как-то одно время очень любила прованские травы. Потом что-то мне стало противно от них. Не знаю даже. Все, чеснок. Теперь будем ветки искать. Чего-нибудь. Есть у нас что-нибудь из этого или нет? Есть. Смотрите-ка, у нас с вами есть тимьян. Идеально. Идеально подходит тимьян. Так, но сначала мы, наверное, посолим, как правильно, неважно. А у меня адыгейская соль, она уже с приправами. И что тут есть? Кориандр, чего-то на каком языке это вообще непонятно. Вот на эстонском. Соль 85%, кориандр, разные специи. Тимьян, укроп, петрушка, черный перец, чеснок. Разные эти всякие специи. Вот. Ну, этого да, вполне достаточно. Добрая, честная, откровенная, люблю вас. Взаимно. Так, в общем, вот такая она выглядит, адыгейская. И мы вот так вот ее чуть-чуть. Еще, конечно, каких-нибудь травок, чтобы поменьше соли было. Соль, ну, не надо. А что, мам, еще насыпать туда? Туда бы, наверное, хороший кориандр. Ну, хотя здесь кориандр в составе есть. Ну, давайте посмотрим все равно. Что-нибудь еще. Все-таки хочется чего-то еще. Котлетные приправы.
О, кстати, котлеты нам сейчас с вами понадобятся для плова. А это нам Галиночка присылала из Финляндии приправок к мясному фаршу. Очень хороший, сейчас мы ее используем. Что у нас еще здесь? Микс есть, вот трав, это, по-моему, с Кипра или с Мальты. Куркума. Микс трав мальтийский, вот это да. Это чистые травки. Дальше берем тимьян. Наверное, положу весь, потому что если его только оставляешь, он сразу будет чернеть. Зачем нам это надо? Ну, в смысле, в холодильнике. Хотя себе, наверное, я оставлю немножко на куриное филе. Вот так. И прямо вот так вот я его сюда. Газон. О, веточки тимьяна. И теперь сюда оливковое масло, то самое, о котором мы с вами сейчас говорили в начале. Все были, не были на начале. Чем отличается, как найти хорошее оливковое масло? Надо смотреть на кислотность. 0,2-0,3% кислотности. И вот так вот мы его сейчас сбрызнем. Да. Тере-тере. Открываем второе. Тут уже кончалось. Я его всегда вот в салаты. Я на нем не жарю. Ой, подождите, надо пройти проверку в ТикТоке на то, что я не бот. Они не верят, правильно делают. Не удалось. Чудесно. Господи. Яна, тмин не сыпешь? Наверное, нет. Тмин. Может быть, но кориандр был в той... Не знаю, кориандр хорош. Тмин, наверное, будет... Хотя, может быть. Но тмин у меня, по-моему, вот за этим надо будет сейчас телефон убирать. Тмин у меня есть, да. Ну, что-то я как-то боюсь. В ТикТоке тоже стрим, да. Привет, привет, красавица. Жила я в Эстонии, в Таллине. Там уехала. Очень скучаю по Эстонии. Ну вот, заходите на наши эфиры, приходите на наши видеоролики. У нас их много. Каждый день мы показываем что-нибудь. И не скучайте, я вам все покажу, расскажу. Добрый вечер. Добрый. Следующее масло открываем. Еще побрызгаем. Как правильно-то? Все-таки, когда с маслицем, оно это вкусно. Все. Тмин, да, все-таки. Так, кстати, вот сейчас мои родители живут в Таллине. Чудесно. Добрый вечер, добрый вечер. Так, сейчас я буду вас двигать, чтобы достать тмин. Базилик, да, базилик тоже хорошо. Я иногда свежий кладу. Так, кстати, ароматная соль очень хорошая, желтенькая, финская. Мы ее в макароны раньше. Это очень вкусно. Так, это кориандр. Просто здесь все стоят телефоны эти на съемку. Фиш. Нет, не достать. Все, что хочешь. Карри. Только не то, что надо. Ну почему так? О! Нету, не знаю, не достать мне этой тмина. У меня есть апельсиновый перец. Из какого мы города? Мы из Таллина. Да. Спасибо за розочки, Сандра. Спасибо, ты уже и в ТикТоке. Фигара тут, Фигара там. Спасибо большое. ТикТоку, Ютубу.
Апельсиновый перец. Вот обожаю его. Спасибо за сердечки. Тут, там, везде. Все, спасибо. На 2 чата. Апельсиновый перец. Слыхали такое? Купила как-то случайно. И очень он мне понравился. Спасибо, Сандра, за подарки. Спасибо. Спасибо, зайчик. Очень хорошо пахнет цедрой апельсина, и в то же время это как будто бы вот перчик. Вот это изумительно, да. Тмин в следующий раз положим с вами, потому что мне не нащупать его сейчас. Там стоят эти телефоны, штативы. Вот так. Все, это у нас с вами уходит в духовку. Ну, красота. Правильно? Смотрите как. Пахнет, чувствуете как? Вот тоже. Так, ну на 200 поставила, наверное, многовато 200. Ну, посмотрим. Очень, да, вкусно. Сталин самый лучший город в Эстонии. Не знаю. Я писаю, да? Не знаете, да, может быть. Я с вами соглашусь, но в Эстонии есть не менее красивые города. Вместо Тмина можно Зиру точно. А у меня нету Зира отдельно, у меня есть только пловная, вот для плова отдельная. Может, и вы говорите. Не менее красивые города, не только Таллин. Мне, например, очень нравится Тарту. И эстонская песня есть такая «Kõige kaunim linn on Tartu». А самый красивый город – это Тарту. Может быть, да, у него шикарная река Эмajõgi течет в его городе. Это очень красиво. Так что Таллин, да, наверное, вот где море, старый город, а так вот Тарту очень красиво. Очень люблю Пärnu. Это летняя столица Эстонии. Считается курортный город. Тоже очень красивый, на побережье, море. Мелкого, теплого летом. И потом я еще влюблена, например, в Виляндии. Мне безумно понравился Виляндии. Сандра любит Пärnu, вот видите? Да, Пärnu прекрасен. Там есть женский пляж. Только для женщин. Очень красивый город. Еще мне нравится Нарва-Jõesuu, тоже очень. Я родилась в Таллине, для меня он самый красивый. Да, это правильно. Город, в котором родился, он самый лучший. Да, я тоже люблю свой город родной. Приятного вечера. Я прожила 15 лет в Кейла. Чудесно. Сейчас вы где? Ракверы тоже ничего. Не то, что ничего Раквера, а Раквер шикарный. Какая у него площадь. Какая там скульптура вот этого мальчика велосипеда, музыка, эти фонтаны. Он шикарный город. А Ракверы, которые, вот я имею в виду, развалины, и там вот этот бык и все. Там очень, очень красивые города. Здесь, да, нельзя сказать. Тарту и Пärnu, да, согласна. Виляндия изумительный. Так, теперь разберем этот срач чуть-чуть. И будем с вами думать, что делать с фаршем. Какие у вас предложения по фаршу? Каждый город несет свою красоту, безусловно. Что делаем с фаршем? Вопросов. Так, у меня еще есть куриная грудка, и я оставила чуть-чуть себе тимьяна. Вот я, наверное, себе поджарю куриную грудку. Самое чудесное — это все убирать вот это потом. Котлеты. Котлеты только были. Фарш, томатная паста, сыр, макароны. Тоже хорошо. А у нас овощи. Вот у нас целый противень овощей и что-то такое мясное рядом с ним. Наверное, сюда подошел бы хорошо пик-пойс, эстонское национальное блюдо. Длинный мальчик с фаршированный вареными яйцами, да, как ты отрезаешь, и рядом овощи. Ну, сейчас мы заморачиваться не будем. Котлеты только были. Мне нравится ратуша, да, особенно в праздники, там особенная атмосфера. Ежела в Мустаме. На ратушу пойдем, на Ратушную площадь пойдем, везде все пойдем, будем смотреть, нюхать, щупать, все будем.
Тарту Европа Культура Пиалин 24, да, и это правда. Это действительно он заслужил тарту Пиалин. Он красавец тарту. Обожаю тарту. Макароны по-флотски. А у нас с вами овощи запекаются. Мне к овощам что-нибудь из фарша. Я не просто фарш, а чтобы вот с этим делать. Причем на меня его как-то не очень много, я бы сказала. Сколько после овощей всегда вот этой грязи, этих шкурок, штучек, или как они, очисток. Леона Кескос Тарту and Ханки Тимфе. Ну да, да, там красиво. А мне нравится в Тарту, знаете, что на площади Пьер, по-моему, называется кондитерская Пьер Францусеома. Вот это я вообще не могу. В Таллине тоже она есть. На Вене 4, что ли. Как будто мне там что-то не то. Но в Тарту я просто влюблена в это место. И когда мы в Тарту едем, всегда в эту кондитерскую Пьер заходим. Из овощей можно просто суп сделать. Я тоже думала, что блендер, а может быть просто так вот поесть, чтобы не... Сандра, сейчас папа скажет, что это детское питание, если я сделаю это все в блендер. Спасибо большое, ТикТок, за подарки, спасибо. Мульгикапс тоже жужжит. Жужжит. Спасибо за сердечки. Нет, мульгикапс это не жужжит, а вообще это очень вкусно, мульгикапс. Часто люди путают у меня, которая тушеная капуста идет на Рождество. Часто путают ее с мульгикапсет. Нет, тушеная капуста с мясом на эстонский рождественский стол – это одно. А мульгикапсет – это совершенно другое блюдо. Туда добавляется перловая крупа. Еще есть мульгипутер. Много чего есть. Все будет. В интернете пишут, что... Так, все города в Эстонии нравятся, про Курасаара забыли. Это остров, а я там не была, понимаете? Поэтому я ничего не могу сказать. К своему стыду я не была на островах до сих пор. Я не знаю, как так вышло, я исправлюсь. Väikset lihapallid. Ja see on väga hea mõte, hea idee. Mina mõtlen ka praegu. Вот Галиночка из Финляндии прислала нам приправы для фарша. Может быть, маленькие тефтели сейчас в каком-нибудь соусе, и вот этим же соусом можно будет полить нам с вами овощи. Какая идея. Это блюдо за 5 минут проводишься полдня. Ну да. Мне понравился ваш стрим с кафешки в старом городе, когда устанавливали елку. Да. Мне пришлось сюда прийти, потому что был такой дикий ливень. Это такая... Не хотела я ни елок, ни палок. А сделаем еще. Я хотела написать, будет кто чего, а я был, чего был. А что за кафе Пегасус? Чем он знаменит? И что вы посоветуете там попробовать? Пегасус. А Пегасус у нас где? На Харью? А я не знаю, что там можно попробовать. Трудно сказать. Смотря что вы любите, что хотите. Даже не знаю в Пегасе, что можно. Что? Как вам город Тарту? Чего? Нарву, я обожаю Нарву тоже. Нарву я обожаю, потому что там променад шикарный. Вот эта крепость обожаю. И видно Россию-матушку, флаг с той стороны. Не знаю, мне нравится. В Нарву все время проезжали, когда ездили в Питер на автобусе. Красивейший город. Нарва прекрасный. Буду твой кухарка, конечно буду. Все приготовлю. Так что в Пегасусе даже, ну не знаю, что... Всегда хорошо можно посоветовать эстонские национальные блюда. Если там что-то есть из эстонской типичной кухни, пробуйте это. Не европейскую, а именно эстонскую. Фарш, соль, перец, сделать шарики, распластать, чтобы было похоже на отбивные. Обвалять в муке, потом в яйце, потом в муке и обжарить на сковородке. Хорошо. Тарту любите, да, очень? Я уже говорила только что очень люблю Тарту. Нарва город красивый, жила там, ездила в Россию. Да, мы тоже все время ездили, когда в Питер проезжали этот город, мне он нравится. И мы недавно же ездили
У меня был ролик о Снарве, там был парад Кайцелита, по-моему. Мы ездили смотреть, и променад видели, и переход вот этой границы видели, и крепость сама мне очень нравится. И вообще мы гуляли по Нарве, она красивая очень. Я буду ждать видео про рождественскую ярмарку. Обязательно сделаем видео с рождественской ярмарки, а может быть постримим оттуда. Хачапури делать вашим. Не умею слушать такое. Вы на стрипе проходили в старом городе, это кафе на углу. Да, да, я знаю. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Просто что там именно, как-то я не знаю, была я там или не была, наверное. Что-то такое конкретное не могу сказать. Смотря что вы любите. Сложно сказать. Например, World Hunter мне понравились все десерты. Ну, сложно сказать, что вы хотите. Какие-то свиные, отбивные, там что-то эстонское. Эстонская кухня очень неприхотливая, в принципе, похожа на немецкую, вкусная, сытная, и мне она очень нравится. Какие-нибудь кайла карбонат или сипула клопс и вот такое. Если десерт, это тоже что-нибудь эстонское. Там с Нарвой вроде Кингисепп на границе. Да, Ивангород, Кингисепп. Да. А так туда, вот это ТикТоку отвечаю, так-то люблю, а вот это еще на кораблике по Эмаюки кататься, это вообще чудесно. Карта прекрасна. Эстония вообще очень красивая, у нее красивая природа, у нее очень много озер, и это очень красивая страна. Маленькая, уютная, здесь очень мало людей, за что я очень люблю еще здесь Эстонию, когда вот приезжаешь после каких-то густонаселенных стран, то здесь особо хорошо и уютно. Вы знаете, начинает уже пахнуть приправами и тимьяном, вот очень хорошо. Так. 195 поставлю. Да. Что я хотела? Фарш. С фаршем, наверное, все-таки сейчас тефтельки, потому что мне нужен соус на овощи. Иначе сейчас начнется какой-нибудь майонез давали, еще что-нибудь. Поэтому мы сейчас с вами сделаем соус. А вот это насчет его распластать тоже хорошая очень идея. В следующий раз сделаю. Я была в Литве, Латвии, Эстонии лучше, мне кажется. Ну, это кому как, да, сложно сказать, тоже на вкус и цвет. Латвия тоже прекрасна, у них шикарная река, шикарный город, больше, но он похож на старый Таллин, на Прибалтика вся красивая. На более, да, хорошо. Чесночка можно добавить. Чесночок в овощах довольно много. Ну вот давайте что-нибудь добавим сюда, да. У меня фарш килограмм, наверное. Покупаю я его только в Гроссе магазине. В других местах мне не нравится. Когда бывает иногда дешевле в Lidl. А вот и цена вроде ничего, и вид ничего, а ешь, и как будто вот как мука, что ли, на зубах. Я понимаю, что молотые кости, мне когда... Что конкретно я готовлю? У меня запекается огромный противень со свежими овощами. И сейчас такие тефтельки налеплю из фарша. И так, может, в каком-то соусе, чтобы полить все эти овощи. Очень тихий, малолюдный остров Хиима. Я влюбилась в него. Вот я тоже хочу. Очень на Саарема и на Хиима хочу. Я тоже влюбляться люблю. Мне все везде нравится. Я замечала так, чем глубже в провинцию Эстонии я еду, тем там красивее, чище, лучше и вообще. И там вот прямо вот Авинурме поехали.
Ну, провинция провинции, Ави Нурми, но какая там красота. Боже мой, обожаю. Прям вот каждый клочок, каждый уголок с любовью, вот цветочек, скворечник, какая-то скульптурка. Да, вот я тоже почему-то на островах. Никак, что-то мне на островах. Надо. Всего и везде не успеть. Даже вообще уже никуда ничего не успеть. Как-то стало так время идти. Как будто оно, не знаю. Говорят же на Тибете, что время стало идти быстрее. Ну точно. Каждый город, страна по-своему красива. В этом вся прелесть, конечно. Безусловно. Нет такого там уродства, тут нет. Яночка, сколько вам лет? А по мне не видно. Сколько мне лет? Ой, какой жуткий вопрос. Вы еще спросите про вес, и тогда вообще до свидания, все выключаю, все стримы. Так, значит, фарш есть. Приправ туда. Что мы еще туда? Лучку покрошим, не будем мясорубку доставать, чтобы здесь сейчас не начинать жужжать на весь эфир. 21. 21, слышали? Вот так. В кубе. Ты, Сандра, забыла написать, что мне в кубе. Так, какая-то приправа от Галины. Пахнет хорошо. Еще у меня есть своя эстонская, не эстонская, финская, котлеты майцайна. На красотку, конечно, спасибо. 42 все мои. Ну, 42 я бы, наверное, тоже не постеснялась сказать. А в свою я уже, знаете, уже стыдно. Вы такие скажете все, старуха, и уйдете с эфира. 25 плюс 5. Ага, и 5 тоже в кубе. И 25 в кубе, и 5 в кубе. Привет из Риги. Ты красивая женщина. Спасибо большое. Спасибо ТикТоку, спасибо Ютубу, спасибо вам всем, зайчики мои. Так, соль надо не забыть, а то сейчас все будет не соленое. Так, опять же беру немножко апельсинового перца. Везде будет апельсиновый перец сегодня, да. И нифига. Так, а вместо соли возьмем ароматную соль. Я не понимаю, почему все стесняются своего возраста, всего лишь цифры. Я не стесняюсь. Ну, у вас, наверное, не очень, может быть, большой канал, потому что меня засрут, знаете, сразу. Мне надоело это. Тут очень много чего нельзя рассказывать. Я перестала показывать домашние праздники, потому что на родных ополчаются, там лезут во всю подноготную. С возрастом то же самое, поэтому... В принципе, я не скрываю, и тоже мне это плевать, как бы, но очень много людей на канале, как я всегда многозначительно говорю, разных, очень разных. Ну, нетрудно догадаться, сколько мне лет. Нетрудно. Да. Любили ездить с семьями на водопады в Кейлайо. Ой, какие это места. Кейлайо, какой там водопадище. Ой, это вообще... Яна, а вы красивая. Почему тут вес? Почему не размер ноги? Да, кстати, размер ноги тоже не спрашивайте, потому что у меня тоже большой. Что нет? У меня и рост приличный. Спасибо. Финляндия занимает первое место по производству тмина. Я был удивлен. Я сейчас тоже. Не обращайте внимания. Хорошо, Ириночка. Не обращаю ни на кого. Я привыкла уже за 7 лет ведения Ютуба. Ни на кого не обращать внимания. За 7 лет уже нарастает кожа. И тебе становится... Материться нельзя. Спасибо за сердечки. Финляндия это самая лучшая страна для жизни, многие мечтают там жить. А, наверное, да, думаю, да. Наверное, неплохо. Но только бы вот опять климат, понимаете, вот оно климат. Климат. Что-нибудь бы такое, все, ну только потеплее. А все так прям... Так, лучку постругаем сюда произвольно, да, я уже говорила про это. Кто-то хотел чесночку, сейчас я наложу всего, чего вы говорили, и будет у нас.
Это точно. Уйкая. Так, режем. Режем. Это, конечно, oikeasti räägite, aga viimati sihuke olukord seltskonnas, et ainult eestlased Eestis ja niisugused motiivid käivad, et ma juba ei ole nõus teiega. Palju rahvast, да. Лук так это режу. Ну, стараюсь мелко, не знаю. Что из этого выйдет. К фаршу. Сейчас пожмякаем это все и на сковородку шарики. Хорошо шарики с соусом. На овощи вылила, готово. А яйцо надо туда? Hakkliha sisse vaja. Muna on vaja panna või ei ole vaja. На чего на антидепрессант? Про Финляндию, из Финляндии на антидепрессантах всегда везде хорошо. Передам, что ты сказала, Яна. Кому? Переведи, что ты сказала. Я говорила сейчас, просто здесь на эстонском пишут, что независимо там красота женщины от возраста или еще от чего-то, что у нас в Эстонии в женщинах намешано много разной крови от разных национальностей. А я ей говорю о том, что сейчас с этим как раз таки могу уже не согласиться, потому что бесконечные теперь лозунги и выступления о том, что Эстония только для эстонцев, а все здесь остальные не люди. Не могу уже согласиться с ней, как бы так. Я уже многое забыла на эстонском, так много лет не говорю, но стараюсь общаться с сестрой на эстонском, что-то помню. Она прекрасна. Hello. Так, все, мешаем. Сковородочку ищем. Сейчас это все пожмякаем. Маркиз, ты не видел сковородку? А? Надо так встречать мужа. Так. Мне придется вас опять двигать, потому что масло у меня здесь. А, хотя нет, я буду, знаете, на каком жарить? Буду жарить на этом, оно кончается. Обожаю это масло. Куда он без русских? Ну, русскоговорящие, это еще не совсем русские, но тут у нас как-то, да, ополчились что-то. А, в общем, масло такое, обожаю его, в Lidl покупаем, или в Призме. Здесь топленое, вытопленное сливочное масло. Вот оно, когда кладешь на сковородку, не горит, не шипит, не пыхтит. Потому что оно вытопленное, там нету вот этой жидкости, как бы, оно изумительно пахнет. И все, что на нем жаришь, это такая вкуснота, что это вообще, да, бывает. У нас как-то последнее время что-то, да, люди как-то обозлены на все, на всех. Это противостояние эстонцев русских неприятно. Все время мы, вы, маленькое государство, и все какие-то они, не они. Все должны быть вместе, а здесь почему-то так. Как-то так. Может быть, люди просто устали от того, что довольно трудно жить, тяжело жить, там по деньгам, по всему. И начинают цепляться за все, не знаю. Я бы сказала, что последние года комментарии стали более таких, больше хейта стало, или как. Не то, что прям на канале, у меня же еще вот на ТикТоке, да, как-то вот больше откровенной злобы, как-то, да. Раньше что это было как-то более завуалировано, ну, такие блямбочки, короче. То теперь это
неприкрытая ненависть все равно к чему и к кому, и как бы, не знаю, что так. Агрессивнее люди стали как-то. Вообще все, не только там. Давно у всех семьи смешанные, русские, эстонцы, вот и в том-то и дело. Вот и в том-то и дело. А они этого как будто не понимают, что ли. Все, я сама такая же. Если я говорю на русском, я через 5 минут также буду на эстонском. Но... Обожала печенье домино с мятной начинкой, которое продавалось в Эстонии. Домино с мятной начинкой? Я думала, вы скажете что-нибудь, любила печенье типа Валерии или что-нибудь вот это эстонское типичное. Это плохо, надо жить дружно. Тем более соседи, конечно. Подтверждаю про эстонцев и не только, да? Привет из Кемерово, привет. Обычные люди, простые обычные люди относятся совершенно спокойно, нормально друг к другу. А вот на высшем уровне вот это вот разгоняется. И... Яна, добрый вечер. К сожалению, люди, которые старшего поколения, слушают больше телевизора, читают прессу. Там знаете, что да, одно. Да? До 90-х отличались от нас. Спасибо за сердечки. Яна, мир устроен так, что малым странам суждено быть поглощено. Неприятно состояние. Я понимаю все. Со Штромки привет, здорово. Я все понимаю, но только давайте это как-то, без агрессии, да? Никто не спорит. Конечно, надо встречать мужа со сковородкой полным мясом. Какой мужик откажет? Да, это правда. Вот мы сейчас с вами навертим, овощей натушим. Да. Надо всегда жить в мире. Жизнь не так довольно короткая, довольно тяжелая, сложная. И не надо жить в какой-то ненависти. К тому же никто не забывает о том, что существует эффект бумеранга, который работает 100%, и все это вернется. Зачем оно это надо, правда? Вы очень приятный и добрый. Мерси. А сейчас у меня что-нибудь сгорит. Наверное, надо эти котлеты поджарить, потом убрать, сделать там соус и погрузить их обратно, что ли. Ну, короче, как-то так. Сегодня побывала на тренировке, мне кажется, я завтра не встану. Так казалось все просто, а уже спина болит. А для тех, кто сейчас здесь, в эфирах, ТикТок, Ютуб, с мамой в пятницу, наверное, выйдем в эфир, в обычный горизонтальный. Мне здесь неудобно горизонталь. Мне бы сесть куда-нибудь. В общем, с пятницу, наверное, с мамой. К маме схожу. Мы там с ней эфир проведем. Звуки шипения вкусно ужина, да, вкусно пахнет. Ну, они там такие крупненькие, что мелкие, как муж говорит, что там на один звук. Сейчас, наверное, придется вторую сковородку, что ли, брать. Да, когда что-то мясное, овощи, вкусно. Конечно, вкусно. Уютно, вкусно. Приятно приходить в дом, в котором улыбаются, в котором вкусно пахнет, правда? Все-таки от женщины в доме зависит очень многое, согласитесь. Как-то как это испокон веков, да, еще с пещер, о том, что женщина хранительница очага. Конечно. Яна, у вас какая сейчас погода на улице? Есть мороз, снег лежит. Снег лежит, мороз минус 0,6. Утром шла на тренировку, все деревья были как в сказке. Я сняла, если успею после стрима смонтировать это видео сегодняшнее, то оно завтра выйдет. Да. Ну, постараюсь, да. Яна, когда в театр? В театр... Но что называть театром? Мы идем в цирк на воде, какие-то тонны воды, много тонн воды. В это воскресенье приезжает цирк на воде. В Эстонии стационарного цирка нет. Это я сразу предупреждаю вопрос, потому что знаю, что он сейчас будет. Вот. Непосредственно театр 2 декабря, «Утиная охота» в малом зале русского драма. По-моему, так.
Да, пропустила. Те две дамы в кафе, а другая в церкви, все были крайне неумны в своих высказываниях. Особенно так в церкви, это крайне неправильно, некультурно, да, просто со стороны. А еще я говорила, когда я в стриме сидела в кафе, это тоже пошла фыркать на меня. Я не знаю, что ей не понравилось. Что камера, но камера на меня смотрела, это же селфи, а основные камеры смотрят туда-назад, может, она думала, что я там их снимаю всех. Но я не знаю, мне кажется, все-таки она услышала речь. Если бы я сидела, щебетала на английском, думаю, чтобы она не цикала. Но вот сейчас, к сожалению, так. Все время тоже объясняла русскоговорящие полноценные люди, потому что живу в маленькой деревне Малом, Кескестис, Фетксе, Вульсе, Кельт, Вагамомаксман. У нас стали, но очень холодно. Сегодня минус 5 утром. Да, я сегодня утром шла, тоже было минус 5. Чей цирк приезжает? Не знаю. Да, вас... Да, очень... Что, мое здоровье? Яна, передаю привет, как ваше здоровье? Это к ТикТоку. Благодарю вас, здоровье мое. Как это, да? У простоквашино здоровье, но не важно. То хвост лезет, то шерсть. Ну, нормально вроде все. Вот с тренировочки сходила. Спасибо за сердечки. Ничего, нормально вроде. Чей цирк снимают, не знаю, приезжает, не знаю. У меня билеты в телефонах, потом посмотрю. Добрый вечер, привет из Ихи. Здравствуйте. Здравствуйте. Берите ножик, подходите, будем чистить и готовить. Никто не сидит. Все берут с ножиками, садятся. Спина болит, потому что с тренировки давно не была и такое. А так все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Да. Только деньги сняли со счета, сгорели деньги на тренировки, которые я весной тратила. Баня сегодня не получилась, потому что ее меняли. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. Все помогают Яне. Да, все чистят, все сидим, чистим, все чистим. Так, еще у меня есть куриное филе. Это для меня. Это филе для меня. Я вот думаю его отбить и поджарить, наверное, ну потушить на водичке, так вот, водички с веточками тимьяна. И потом его можно на слайсы, ну на такие дольки или когда слайсы, полоски, ну как. И я купила эту капусту, как она, китайскую, да, и вот туда с огурчиком, это такой салатик. Яна, поделитесь впечатлениями о цирке на воде Вотланд. Вот. Они будут после вас в Хельсинки, пока думаем идти или нет. Хорошо, я сниму там видео и расскажу, сразу постараюсь, да, чтобы не стояли эти ролики в очереди. Я иду в Вене драматеатр на рождественский гала-концерт, балет Юлю, балет Галахар, отлично. А Яна, вы на улице говорите на эстонском тоже по-русски? На эстонском или все же по-русски? Я имею в виду, когда с кем-то идете. А с кем я иду? Смотря с кем я иду. Если я иду с Кристиной, я говорю с ней на русском, с мужем на русском. Но бывает, я вам скажу честно так. Если мы заходим, допустим, с мамой в магазин и смотрим такие взгляды, что мы типа русская речь тут, а лицо у них такое, тогда мы с мамой переходим автоматически на эстонском. Может быть и такое. Но вообще, конечно, между собой по-русски. А покажите пачку с маслом. Это не пачка, это ведерки. Вот такие ведерки. Вытопленное сливочное масло. Lidl, Призма. Я не знаю, где еще есть оно. В интернете для стрима на улице. Сейчас, подождите, не так быстро. А сколько стоит интернет в Эстонии для стрима на улице? Хороший вопрос. Для стрима на улице нисколько. Но вот у нас есть пакет, честно говоря, я даже не знаю, сколько он стоит. У мужа все наши телефоны у него на счету. К нему приходит Кристина, мой, свой, его. Поэтому сколько он платит, я не знаю. 24 или 25, наверное, что-то такого рода. Интернет безлимитный он, наверное. Где хочешь, на улице, не на улице. Мне все равно.
сидеть на Wi-Fi или на, как я говорю, вот на этом, на мобильном интернете, разницы нет. Я веду стримы там и сям, никакой разницы нет. Привет, Яна, что готовишь? Олеся, Олеся, привет. У нас большой противень с овощами запекается в духовке, с тимьяном, с оливковым маслом, со специями. А здесь у меня на сковородке тефтельки в соусе, чтобы полить на овощи. Хочу такое масло, сливочное, да. Оно сливочное, оно как бы не на бутерброд. Оно вот здесь, хотя написано не на бутерброд, оно вытопленное, то есть оно без жидкости. Оно на сковородке не шипит, не чернеет, ничего. Оно в блинчики, выпечку, изумительное. Мне очень нравится, да. 99,9 сливочного масла. Оно такое твердое, его чуть-чуть постоит, оно начинает подтекать так, да. Его вот на блинчики жарить на нем, в тесто добавлять, в выпечку добавлять. Я вот сейчас тефтели на нем жарю, это изумительно, у него запах такой. Лук поджарить, вон. Да, сливочный, да. И какая вы замечательная. Спасибо. Очень надеюсь приехать снова в Таллин и поснимать местные красоты. Приезжайте, конечно. Цена билета адекватная, в отличие от того гала, что было в театре Эстонии, это завышено просто. А там же сцена для балета, ну как в русском драме сцена балета? Там, а как там же сцена-то? Ничего, хватит сцены. Яна, папа, эстонец сдались. Это масло и Максима продается. Во, хорошо. А я как-то что-то в Lidl тут их пиздил. Я читала, вроде хотят закрыть пражский драмтеатр. Это правда? Мы с Таллином, мне сложно ответить про Прагу. Я могу вам про Таллин ответить. Сидим, ужинаем и вас смотрим. Чудесно. А что у вас на ужин? Я уже забыла. Сейчас я почитаю ТикТок. Я не успеваю. Рада слышать про тренировки, ваш физио. Желаю успехов и стремления продолжить регулярно заниматься. Вот так вот. Вот, знаете, блогером быть, это очень такое дело. Раз тебе физиотерапевт смотрит, опаньки, и все. А ножка-то болит. Бассейн тяжело, но надо, потому что иначе, да. Физиотерапевт, все, тихо, там я буду с физиотерапевтом разговаривать. Вот говорят, туда не записаться, не попасть, кстати, да. Вот, а меня шлет ортопед на операцию вот по пальцу. Да. Палец надо оперировать, он сказал, по-другому там не сделаешь ничего. А здесь были выборы, я баллотировалась, было не до этого, ну, в общем, короче. Да, спасибо вам, конечно. И заниматься надо, и заниматься в бассейне этого мало, очень тяжело выходить из бассейна. Спина, нога, переломы эти чувствуете. Но вам спасибо за то, что написали. Надо к вам сходить. Так. Хоть хотите верьте, но я сегодня опять пекла блины по вашему рецепту. В третий раз просто супер, всем рекомендую. Да, они действительно вкусные. Подождите, да, я тефтели переверну. А, не, ничего, еще бледные, как я. Жаль, у нас, спасибо за сердечки всем. Жаль, у нас в Лидлах такого нет масла. Самое лучшее. А где у нас в Лидлах? Яна, почему стримы на улице не популярны в Эстонии? Кто сказал? У нас, может, блогеров нету? Или их мало? Почему они популярны? Очень популярны. Пойдем с вами на улицу и будет сейчас окно откроем. Холодно у нас, может, поэтому. Почему? И делают, и я делаю. Еще сделаю. У нас, знаете, на улице так проморзгло там, все это. Лучше в кафе где-нибудь. У нас погода такой, климат, это вам не Испания с улицы. У нас еще за мобильный интернет один не меняется, зависит от того пакета, что у вас выбрано. Ага, покажите масло. Показала. Масло. Яна, ты сказала, что у вас смешанный брак, с меня папа из Эстонии, мама из Советского Союза. Нет, мама не из Советского Союза. Мама родилась здесь, в Эстонии. Я вышлю вам ссылку на это мероприятие. Спасибо, Еленочка. Это топленое масло, можно делать самому дома из сливочного масла. Расскажите, как? Жду на реабилитацию. Вот так вот будете блогером, и вас так раз врач прищучит. Меня только там больше не найдешь, в другой клинике работаю, до встречи. А где вы работаете? Подождите, какой встречи? Где вы работаете? Я только к вам хочу. Вы была самая лучшая. Куриные крылышки, рис с овощами, салат из помидоров, огурцов и сметаны.
Вкусно. Так, что у нас здесь? О, о, хорошо. Ой. О, вкусно, приятного вам. Но одна... Ну, чего ты? Ты одна, а местных нет стримеров. Летом же тепло. А, летом? Летом тепло. Ну, не знаю даже, что сказать. У нас очень мало людей. Может, людей мало. Яна, спасибо за ваш юмор. Всегда поднимает настроение ваш стрим с мамочкой. Стрим с мамой, наверное, будет в субботу, пятницу. Я, кстати, с Кристиной иду, принимаю Медита Клиник, компассимая. Надо запомнить. Так, подождите. Сразу дайте я запишу. Потому что я не знаю, как в ТикТоке не видела ни разу в стрим записи. Рабочий агрегат. Медита Клиник. Спасибо, что написали. А чего ушли? Спасибо большое, спасибо. Так. У нас с вами сейчас здесь все покроется чем-то. Сейчас откроем окошко. И посмотрим, кто пришел. Там зрители из ТикТока спрашивали про тебя. Вот Кристина пришла с реабилитационного центра, говорит, напелась. Так. Как жаль, в наших Лидлах нет масла. 12 евро. Мама русская, супруг откуда? Ой, господи, а что вам всю подноготную надо? Маму, папу, супруг откуда? Из Эстонии откуда? В интернете есть, как делать масло топленое? А, хорошо. Смешанный брак. И супруг из России. Нет, и супруг из Эстонии. Я, напомните, я вам посылала фото, где я в палатке. Да, на Кармен, помню, Елена. Хочу сказать, что получила комплимент. И косых взглядов в свою сторону. В театре не встретила, скорее даже наоборот. Молодец. Спасибо вам, скоро будет вкусно пахнуть. Ужинайте по будням, у нас нет таких понятий. У нас ужин происходит так. Кристина приходит, говорит, я хочу есть. Кладешь. Потом кладешь, идешь, спрашиваешь у мужа. Самое хорошее. У мужа спрашиваешь, будешь есть? Он говорит, да. Ты идешь, кладешь ему, ставишь и встаешь ждать. И начинает, Вась, ты идешь? Сейчас. И так несколько часов подряд. Какие? Никакие у нас, никаких расписаний. Зависит все от того, как с работы и что. Если он сидит и работает, то сейчас мы будем кушать все время. Потом я говорю, я пойду сейчас спать, а ты сейчас, все сейчас. У нас нет четкого расписания. Мне бы вообще только без ужинов. Вот это интервальное голодание, оно вообще шикарно. Мне вообще ужинать нельзя. Но вот пока не очень получается. Судя по мне. Так, тефтелечки у нас с вами. Надо было в эти тефтели немножко добавить сухарей. Заговорилась я тут с вами. А вы кушаете по расписанию, да? По будням. А мы когда придется? Попить надо. Попить.
забыла, что я, когда говорю, мне надо много пить. Да все, наверное, когда придется. Может, те, у кого дети, они там еще расписание выдерживают, а у нас маленьких детей нет. А в 19 ужинать, да, ну да, нормально. А у нас когда придется? Вот, муж. У нас не привычка, а это вот, как это называется? Забыла слово. Ну, в общем, когда кто-то приходит, надо выходить. Так что прощайте. Да, так, вот так вот. Вот так, слыхали? А говорит, это что, это из нашей квартиры так пахнет? А почему это у нас так пахнет? От соседей так не пахнет. Ба-ба-ба-ба-ба. Ты говори, говори, а то у тебя зрители не слышат, погромче. Кухня, там на окна выходит окна, кухня выходит как раз вот на улице, там какой-то вот этот запах каких-то пряностей, какого-то такой, там такой, то ли, что это там, барбекю, или знаешь, такие вот вещи. Вот такого рода. В Финляндии у многих 80% семей с детьми ужинают с 17 до 17:30 после работы из садиков. Здорово. Я тоже любитель пить воды. Пить. Но для воды мало места стоит, как я вас понимаю. Говорит, что не пахнет так нигде. А у нас пахнет хорошо с вами. Видите, молодцы, наготовили мы с вами. Василий на запах придет на ужин вовремя. Да, он уже говорит, что пахнет очень. Так, а я должна была это филе отбить. Отбить филе. Ой, что-то я физиотерапевта увидела, теперь у меня спина болит безумно. Ах, сглазила. Ой. Нам рано 17, тут рабочий до 16. Да, как-то 17 это скорее даже обед, да. Не, а хотя вот если после 17 не есть, то это таки очень хорошо. По сути, если 17 часов, там что-то легенькое поесть и все, это было бы неплохо. Мы ужинаем кто как, где, двое детей, 17-20 лет, и после 12 стали спокойно можем поесть, если голод. Ну, правильно. Надо кушать, когда хочется. Но на ночь я вот не это, тяжело спать, и я не из тех, которые вот это, знаете, не могу, встаю ночью, ем. У меня вот этого нет. Слава богу, хотя бы этого. Как отбить и не ухрюкать всю кухню. Я всегда пленку на кусочек мяса и отбиваешь, чтобы стенки не ухрюкать все. А, кстати, знаете еще примета, лайфхак или как это? Не знаю, может вам не понравится. Короче, вот мясо делаете, да, какое-то. Отрежьте от него кусочек. Ну, говорят так, что работает. И протрите, коснитесь этим мясом всех своих, там, не знаю, папилломы, бородавки какие вы хотите, чтобы они исчезли, прыщи или, там, не знаю, какие-то наросты на коже. И потом закопать этот малюсенький кусочек, может быть, родинки какие-то сомнительные, закопать в горшок с растением. И что, когда засохнет мясо, там исчезнут всякие наросты на теле. Да, вот так. И не надо ржать, между прочим.
обедают финны в 11:30. Я никак не привыкла, у нас с 2 до 3 всегда был обед в 11. Ничего себе, господи. А когда завтрак тогда в 6 утра, что ли? У нас тоже по расписанию можно и не есть. Я постараюсь собрать всех, чтобы на завтра был ужин с семьей. Да, для общения. Во-во-во. И я хочу для общения. Сейчас. Это вот сейчас. И утром также на кофе. Будешь кофе? Да, сейчас. Началось. Но вот это вот утренний кофе для нас с мужем, это вот тоже момент общения такой. Мы всегда пьем этот кофе, причем я еще поем там как бы, да, а муж вот сидит, он целит этот кофе, чуть-чуть что-то ест. Это главное вот общение. Элемент общения здесь, да. Это время для того, чтобы побыть вдвоем и поговорить о чем-то. Ужин тоже стараемся, но это уже хуже. Утром как бы, да. Ну, в общем, тефтели жарятся, я их сейчас переложу. Сейчас дожарим. На этой же сковородке разведем немножко, может быть, молочка. Ну, хорошенькие. Завтрак в 7. Господи! У нас еще все храпят об эту пору. В 7 смеетесь. Василий, здравствуйте. Он заглянул, да? Вась, ты, говорят, заглядывал, тебя увидели. Я спиной стою. Он очень стеснительный, он это вот не в эфир, не... Он у нас нормальный, стесняется. Ну, если мама и я, две балаболки. Кристина тоже не хочет. Пока была маленькая, еще нормально, а сейчас тоже нет абсолютно. Фу, камеру выключить, ты здесь выключи. Вась, ты тут? Не тут. Так, тефтельки. Да, делаем. Завтрак в 7, когда на работу, в школу к 8. А, ну да, правильно. Так-то да. Как рано в 7. Ужас. Такие темные страны северные, в такую рань вставать. Ну, это же ужас. Не, у нас завтра, когда проснуться, тогда и утро. Привет из Баку. Привет с Сюмера. Подождите. У вас хороший контент. Спасибо. Баку. Мы завтракаем в 6, и муж любит суп. Вот я слышала таких людей, что едят на завтрак суп. Для меня это что-то невероятное, честно вам скажу. Для меня только кофе. Привет, Баку, вижу. Приехать не можешь? Очень жаль. А мы ждали. А что вы делаете? Я делаю тефтели, и у нас в духовке запекается огромный противень с овощами. Это для тех, кто был с начала трансляции. Овощи, тефтели с соусом на эти овощи. Там запекается тыква, морковка, лук, кабачки, помидоры, чеснок и подряд. А здесь еще вот тефтельки в соусе и на овощи. Чтобы не готовить самой, мне здесь скучно одной стоит. Но зато, когда я готовлю одна, вот так вот, без вас, в смысле, без стрима, тогда у меня здесь компьютер, я могу монтировать. Так, перемешала, опять смонтировала, перемешала, смонтировала. На интервальном удобно. Только к 12 позже первый прием пищи и нет сильного голода. Да, смотря во сколько закончишь. А я видела вас вживую. Ужас. Пошупала. Вживую. Да, вживую это хорошо. Наверное, я тоже видела вас вживую. Какой-то мужчина, мы стояли в палатке вот с центристами. В Тонзераба была осенняя ярмарка. Тоже мужчина подошел, говорит, вы живая? Я говорю, вроде. Хотя я сомневаюсь к концу дня.
мне холодно там было безумно всем холодно. И он говорит, выживая. Не знаю, наверное. Так, надо поджарить нам с вами филе, чтобы потом с китайской капусточкой порубить, тимьянчику туда. Еще одна сковородка из закормов. У меня там закорма. Опять сливочного масла чуть-чуть. Живу в Финляндии, в 10 на работе только завтракаю. Все идут на обед в 11:30-12. У меня обед с собой, обеду в 14:15, да. А так, слава богу, работа в основном удаленная, моему режиму не вредит. Да, вот. Как по-разному все у людей, да. Вот видите, оно начинает уже подтаивать, подтекать так. То есть у него нет такого состояния, чтобы намазать на хлеб. Я его никогда на хлеб не мазала. У него он сразу какой-то такой жидкий. То есть на нем лучше вот готовить вот так вот. Когда еще эфир будет, я думаю, что в пятницу с мамой сделаем, потому что мама все хотят в эфире. Думаю, что в пятницу. Из-за вас я только что поругалась с мужем. Он ужинал и хотел поговорить, а я смотрю стрим с наушниками, не обращая на него внимания, обиделся, ушел. Что делать, он хороший? Бежать, догнать, эфир выключить, может посмотреть записи, обнять. А я спрашивала, ноутбуком ты довольна? Да, очень, конечно. А что я недовольна? Очень довольна. Летает, все, вообще не вопрос. Шикарный ноут, шикарный. Здрасте. ТикТоку. И Ютубу, и ТикТоку. Да, компьютер, никаких проблем абсолютно. Для меня главное в телефоне и в компьютере, чтобы была колоссальная память, чтобы все летало и не мешало мне монтировать со скоростью света, с высокому разрешению на коленке. Viljandissa saab mõne aja pärast spa valmis, Kross ehitab, põhjust küll tulla, aga взрывы типа Новый год. Peipsi järve ääres ka ehitavad spa-kompleksi suvila ligidalt, issand, Kurro, see nimi tuleb siis ja maikuus vist avatakse. Väga tahan ka sinna. Ja sinna ja igal pool. Вы видели на улице снег? Да, я сегодня на тренировку ходила и видела. Я была в ужасе. Вообще было красиво, потому что деревья были, вот эти все, как в сказке, березки. Но я снимала, если я успею сегодня смонтировать на завтра, то... Яна, вам все понравилось из рыбного магазина? Рулеты и разные штуки? Очень. Очень мне понравилось и рулеты, и штуки, и все понравилось. Вы имеете в виду пивной или где рыба была вместо в колбасе, как бы? Какой вы имеете в виду? И там было вкусно. Когда мы ехали с Казахстана, мама всегда делала такое масло в дорогу, ехали 5 суток. Сироты здесь, да, Сергей Борисов. Я смотрю, что вы у нас сирота. Вы у нас сирота, вы ни тут, ни там. Везде неприкаянный. Не пойду догонять, продолжаю смотреть. Елена, не надо ссор с мужем. Хотя, когда мужчина есть, его нельзя отвлекать, знаете, да? Да, у меня муж тоже любит, когда ест, поговорить или что-то. А я вечно в компьютере. Всегда один наушник в ухе, я всегда монтирую. Поэтому он может говорить, а я один монтирую и слушаю себя. Ну, сейчас будет много всякого интересного, что показать вам. Декабрь обожаю, он такой самый месяц хороший, где можно все показать, рассказать. Как это? Человек видит в другом его же недостатки, и его раздражают в другом его же достоинство, или как-то так. Вот это про вас. А как монтировать? Я просто тоже снимаю. Как монтировать? Берешь любую монтажную программу, сливаешь туда все, что наснимала, и соединяешь эти кусочки. И все. Что там монтировать? А потом, когда уже освоишься, да, можно там всякие переходики, анимации. Вообще для этого есть очень много уроков в интернете. Я когда начинала заниматься всем этим, я очень много училась. Спасибо за сердечки, ТикТоку, Ютубу, смайликам и всякой радости.
Так, сейчас у меня что-нибудь сгорит, подождите. Не поперчить. Так, у меня везде сегодня апельсиновый перец. Курицу тоже идет. Апельсине пиппер. Так, а соли, наверное, не надо, да, адыгейская где-то была. А не надо нам соли с вами. Кладем это на сковородку. И сверху веточки тимьяна свежие. Ах, помню, как училась. Сандра, помнишь, как училась, да, монтировать? Валуга, улица 0. Так, улица называется Валуга? 0, прямо так? А что вы завтра будете снимать? Или нету времени? Я все время что-то снимаю. Все время. Проснулась, встала, камеру в руки пошла. Это же влоговый канал. Вот тут как вот есть, так и есть. И то, что еще накоплено очень много всякого, уже наснято много. Обычно ролики ставят в очереди длинные. Поэтому что монтировать, что снимать, вопросов никогда не возникает. Этого всегда в избытке. Проснулась, глазки открыла. Ты сама и есть контент. Так, здесь у нас вот так. Не пищи, не забираем, не забираем. Красота. С Новым годом заранее, мерси. Очень спасибо. Вы первые. Первый. Интересно, какой у вас приблизительно доход с канала? Ну, просмотры, как правило, не очень много сильно оплачиваются. В основном реклама и контракты, они хорошо дают. Снег выпал немного, да, с Новым годом. YouTube что-нибудь монетизирует? Да, конечно. Конечно, монетизирует, и как же. ТикТок бы еще монетизировал, а то 10 тысяч подписчиков, а монетизации нет. Как так? Да, сколько наснимаете, какой-то ролик больше выстреливает, какой-то меньше. Выпускайте каждый день, возьмете не качеством, как говорится, а количеством. Плюс реклама, когда вы большие контракты. Вас так приятно слушать и смотреть. Спасибо. Спасибо за сердечки, такие хорошенькие. Толстенькие такие все какие-то. На телефоне интереснее смотреть на смайлики, чем с ноута. Обычно я читаю с ноутбука. 200 евро было. Есть хоть, спросите, пожалуйста, конечно. Конечно. 200 это мало, конечно. 200 хоть было. Спасибо за сердечки. Тефтели получились какие-то корявые, конечно. Потому что я не тем занимаюсь, смотрю не туда, ну да ладно. Спасибо. Но приходится пахать всегда. Это прежде чем ты вышел на эти 200, 300 и больше в месяц, это надо постоянно работать. Но, как говорится, я всегда люблю повторять эту фразу, если вы любите свою работу, то ни одного дня в жизни вы не будете работать, да, то есть, потому что эта работа не воспринимается вами как работа. Вот мне в моей жизни повезло, я работала медиком и не считала это работой, это было удовольствие. И YouTube точно так же, я это обожаю. Я могу не спать ночь, я с температурой там 40 с короной сидела, снимала и монтировала, и лежала просто. Но все равно я была все время и в эфире, и в роликах, и везде. У нас нет отпуска, у нас нет больничных, у нас ничего нет. Ни отпусков, ни поездок, ничего. Ни Нового года, ни дня рождения. Когда все куда-то летят отдыхать, то ты видишь, только работаешь. Ну, это нравится. Как только я сержусь, что почему все отдыхают, я тоже хочу отдохнуть. И если я только сижу 2 часа, я понимаю, что жизнь прошла даром, я ничего не сняла. Все ужасно. Я сижу бездельничаю, что мне делать? Я, наверное, уже просыпаюсь с камерой в руках. Что за контракты? Это как? Это, ну, вы заключаете, вам предлагают фирмы контракт.
на рекламу, на демонстрацию каких-то товаров, продуктов, услуг. Они разные бывают, эти услуги. Заметные, незаметные. Ну там, когда вырастете до этого, будет вам все. А во сколько вы встаете? Когда проснусь, туда и встану. Потому что я очень долго сижу, монтирую. Мне интересно, мне охота потом спать. Если никуда на заказ бежать не надо, ну, в зависимости от расписания у меня книжка. Кто куда чего хочет встречаться. А я, чтобы ролик выстрелил, нужно ставить сумасшедшее название. Это как работает, хотя это и нечестно. Но дело в том, что должно видео отражать то, что вы написали. Если это не будет отражаться в вашем видео, YouTube вас будет, не скажу, что в теневой бан, но он перестанет вас ранжировать. Поэтому это очень... Спасибо за сердечки. Поэтому это очень дело такое. Это нельзя нарушать. Кликбейтные названия, которые не отражают видео того, что вы написали, есть нарушение прав сообщества Ютуба. А любые нарушения вам сразу деньги минус. Так что извините. Конечно, легче всего напихать там всяких кликбейтных названий. Но люди заходят, смотрят, что это не про это, что это обман, уходят. И алгоритмы Ютуба видят, что как будто бы человек заходит и быстро уходит. То есть ему неинтересно. И он начинает меньше вас показывать в рекомендациях. Тефтерий. Ну, как-то они не очень красивые. Теперь сюда, наверное, немножко, как у меня бабушка делала, тут лучок остался, немножко муки. Чуть-чуть вот так вот разведу. И молочка. Муки и молочка. Так, а курицу можно уже закрыть крышкой. И пусть она там себе стонет. Так, теперь немножко муки. Так, сейчас. Подскажите, пожалуйста, как налоги платить. Когда вы подключаете монетизацию, вам будет все написано в Ютубе, вам надо будет заполнять формы. Там на английском языке, там все довольно понятно. Что непонятно, погуглите, есть обучающие ролики в Ютубе. Налоги платить, да, налоги платить придется еще и вдвойне. У нас между Эстонией и Америкой, по-моему, 10 или 20%, плюс сам YouTube забирает 50%, там, да. Отдавать придется, но это вам придет, когда вы подключите монетизацию, вам придет в бумажном виде, и там в интернете надо будет что-то сделать. И потом каждый год будут еще приходить на бумажном варианте такие ознакомительные, как бы эти вот документы. Вот с ними ничего не надо делать. Большая молодец, спасибо. Какая хорошая жена, варит, парит, ну просто молодец. Параллельно снимает, общается, то есть работает. Да. А как Гордон название ставит? Но, может быть, у него отражает это все-таки. И, наверное, ему можно больше, может. Я не знаю, что он делает. Но у него, наверное, так и есть. А что, если я тут напишу, да, там-сям, и что? Ну, не хочется, знаете, вот этого, как сказать... Зависит тоже, конечно, от вашей конкретной целевой аудитории. Я знаю, что моя целевая аудитория не 17+, а люди постарше, и поэтому разводить их на вах у меня взорвалось в квартире, а это зажигалка и там где-то, да, ну, может быть, 17-летним так интересно, да, вау, у меня все сгорело, а тут сгорела одна котлета, ну. Мне не хочется своих зрителей вот так дешево разводить, да, потому что им интересен контент какой-то полезный, душевный, нужный. Я думаю, что можно брать не только высокими названиями, резкими названиями, но и просто заслужить доверие зрителя, много лет работая, стараясь,
стараюсь для них показать, рассказать что-то, где-то пообщаться, где-то выслушать, где-то как-то так. Вы умеете играть на музыкальных инструментах? Вот я играю на пианино, на домбре, на балалайке, на русском баяне. К сожалению, я единственная из семьи, которая может играть только на нервах. А все остальные у нас прекрасно играют. Муж прекрасно играет на пианино, старшая дочь вообще великолепно, красавица, и Кристина, младшая, тоже. На мне природа отдохнула, я танцевала в балете. Тебя в лифте пялили? Да, в детстве была такая фигня. Какой-то мужик полез мне под юбку, а я была школьница. Я страшно испугалась, и, по-моему, я пришла домой, маме не рассказала. Меня дико трясло от ужаса. Сейчас бы я, конечно, дала ему коленом в глаза, но тогда это было очень страшно. Было дело, да. Я была, не знаю, лет 12, пиздец, простите. Здрасте. Как можно с вами познакомиться поближе? Я могу поближе подойти к экрану. Еще ближе. Это слишком тесные отношения уже. С первого свидания так нельзя. Привет. Задавай ей вопросы, все, задавай. Из Австрии, чудесно, здравствуйте. Гордон, видимо, оплачивают Ютуба за шок названия роликов. Нет такого понятия. У вас влоги и каналы, это основная работа сейчас. Василий чем занимается, работает. У нас семейная фирма уже очень-очень-очень много, десятков лет. И он, да, занимается этими своими деталями, там, чертежами, но оформлены все мы, и поэтому это семейная фирма не одна. Кастейлон vaatetarvtus, tulette väga päikeseline. On jah. 7 aastat, see kanal juba mul ja siis 43 000. Jah, muidugi. Aitäh komplimendi eest. Да. Ну вот, у меня почти сгорела мука. Меня нельзя оставлять вообще. Так, одно молоко кислое. Молока никто не купил? А соль-то купили? Так, льем молоко. Поджаренную муку. И делаем такой, как беленький соус. Сейчас туда погрузим. Спасибо за эти... Там это, или как это? Смайли. Надо было грибы оставить сюда. Хотя нет, у нас же там овощи. О, овощи. А овощи-то у нас еще есть? О. Ах, жалко мне вас туда не засунуть все. Мягкое все, обалдеть. Морковка протыкается легко. Юрселлер, этот как этот? Сельдерей, лучок. Немножко, может быть, знаете, что я бы закрыла бы фольгой сверху. Что он сверху так как будто начинает припекать. А еще немножко там есть чему. Я когда хотела съесть ролики по постоянным матам, чего? Есть ролики с постоянным матом, и YouTube не банит. У YouTube бесконечно меняются... Сейчас. Меняются алгоритмы, меняются условия. И раньше было так, что нельзя было ни одного матного слова сказать, ничего. Потом изменились правила, и теперь можно материться. Уже давно, кстати. И он за это не банит. Я на ваш ум молния. Ух! У меня такой же, поэтому люблю вас смотреть. У меня так же все по-быстрому, с удовольствием. Чувство юмора перфектно. Спасибо. Так, у меня, кажется, соус не очень перфектный. С какими-то комочками. Дурацкий вышел. Потому что нельзя делать много важных дел сразу. Самое важное это стрим, а потом всякая шуточка. Чего сейчас моих лопаточкой? Курица бы не сгорела, господи. А потом всю кухню опять убирай. И вот так вот. Все съедят и опять. А что на завтрак?
Короче, везде сегодня апельсиновый перец. Да, сюда бы, кстати, грибы были недурно. И вот этим грибным бы соусом полить бы те овощи. Это было бы вообще. Шампиньоны сюда хорошо. Но у нас шампиньоны сегодня ушли все в грибной суп. Потому что ужина им надо мало, им надо еще и суп. Блинчики вот на завтрак наделаю, да, видели? Всем показала уже, нет? Уже Кристина половину съела до ухода. Блинчики тоже. Просто с этим, со сливовым вареньем, с яблочным. Я в этом году варила, видели, да? Ну, здесь не все, наверное, подписчики. Сливу с коньяком и шоколадом. Сливовое варенье с коньяком и шоколадом. Сливовое варенье просто. Кристина написала, сливовое варенье просто. Там вот оно со шкурочками такими, как карамелизированные шкурки сливы. Потом сливовый джем, я его протирала. Или через мясорубку, или что-то такое было, тоже очень вкусно. Так что у нас из сливы очень много видов, муж очень любит. Брусничное, по-моему, еще есть что-то. И яблочное повидло. В прошлом году вы засыпали меня подарками. Я получила столько яблок, в своей жизни я не видела столько. Зрители буквально усыпали меня яблоками. И у меня целая огромная полка в кладовке яблочного повидла. Спасибо вам, до сих пор едим. Не кончается оно. Так. Соус приобрел хороший вид. Молоко кончилось. Чем завтра пить кофе, я не знаю. У нас нет молока. Нормально. Муж должен был купить соль. Помните, я вам рассказывала в ролике о том, что всю соль, которую я покупаю, она влажная. И вот отвратительно. И кто-то из зрительниц написал мне, что только в Коп, в магазине Коп, есть такая нормальная соль, которая сухая. И вот я его послала. Не знаю, что он ничего, небось, не купил. Сколько коньяка в варенье льешь? Ну, смотря сколько останется от того, когда я начинаю варить. Понимаешь, главное в варенье с коньяком не забыть, зачем ты этот коньяк взял, зачем ты вообще потом на кухню пришел. Вот. А так 3-4 столовые ложки идеально. В себя и в варенье. А вы знаете, что в зоопарке появились тигры? Ну, вообще-то у нас тигры всегда были. Период потом они, по-моему, когда-то поумирали. А теперь не появились тигры, а построили долину для тигров. И завезли новых. Да, конечно, знаю. Долина красивая. Там этот мост такой. Приветики, приветики. Ставьте лайки трансляции. Пожалуйста. Ароматной соли надо. Сейчас мы выгрузим сюда все тефтельки. Можно было бы побольше молока, у меня его нет. Посмотрим, может, там муж принес что-нибудь. Похоже, ничего нет. Нет. Я так понимаю, ни соли, ни молока. Надо в магазин опять ехать. Без конца все кончается. Откроешь, опять все пусто. В соус все эти тефтели вываливаем. Хотели бы вы в обратное время? Да. Я бы хотела попасть в прошлое. Тогда, когда была жива бабушка, дедушка, я была ребенком. Когда бабушка с мамой на кухне что-то говорили, бабушка тушила гуся или утку на Новый год, делала блинчики, у дедушки бурчал телевизор, стояла огромная высокая елка, потому что в Кохлояр-Вихе там квартира с очень высокими потолками. И вот в это время я бы хотела вернуться, чтобы бабушку, дедушку обнять. Туда бы хотела, да.
Яна, здравствуйте. Вы были в парке лосей и оленей? Нет, но очень хотела. Сафари-парк вы имеете в виду, да? Очень хотела и уже не одну зиму. Эту идею дала мне мама уже несколько лет, и мне все туда никак. Я хотела бы туда именно зимой, потому что животных лучше всего видеть, ну как бы, зимой, наверное, легче видно их на белом снегу, господи. Да, нет, к сожалению, еще не была, но очень хочу. Я бы хотела вот этот сафари-парк, да. А вы были? Там их прям вот так вот видно-видно, да? А можете посоветовать, в какой период лучше ехать? Зимой, может, вы скажете, летом лучше? Очень бы хотела, да, давно знаю про него, но нет, еще не была. Столько всего неизведанного вокруг, что просто разбегаются глаза, времени столько нет. Яна, еды на 2 дня хватит, вас только 3. Ну, да. Ну, во-первых, мне отсюда ничего нельзя, мне можно только в куриное филе, салат, наверное. Блины Кристина слопает быстро. Суп они будут есть, да, дня 2. Тефтель, да, дня 2-3, правильно. Причем мне это лучше не есть, конечно. Но овощи я могу, что? Тефтелю. У меня куриное филе. Да. Скоро будем овощи с вами доставать. Я бы тоже хочу, да? Да. Да, там очень красиво должно быть. Ну, вот не знаю. Всегда не хватает времени. Я просто не знаю, куда он одевается это время. Что его вечно не хватает. Ваши блины я ем просто с топленым маслом, а муж с брынзой и конфитюром. У каждого народа свой вкус, изумительно. Я бы, пожалуй, присоединилась к вашему вкусу. Блины вкусные, да, его можно просто с топленым. Блины действительно хорошие. А вот как вот появляется один рецепт как-то любимый, да, и вот он остается, и все. И какой бы потом ты уже не пробовал, вроде этот ничего, вроде этот ничего. А семья говорит, а сделай вот свой, вот свой. Да. Ну, смотрите, у нас с вами здесь много чего наготовлено, да. С вами хорошо, уютно, я все приготовила. А я сделал кашу пшенную с тыквой вот так. Ну, это прекрасное блюдо. Тыквенная каша, это шикарно. Умница. Умница. Хола. Это привет. По-моему, по-испански, или где он нам говорил в зоопарке, попугай все время хола. Я оттуда выучила. По-моему, на Тенерифе. Или на Кипре, не помню. Но хола я помню. От попугая научилась. Хола, хола. Губано. Кубано. Что такое кубано, это я уже не знаю. Кто знает? Переводите. Как-то почему-то YouTube вертикальный, он куда-то посылает, бог знает куда это вот зрителей берет отовсюду. Горизонтальный он всегда такой для своих, а вертикальный вот он удобен, когда с ТикТоком стоит. Хорошо с вами? Еще такую крышку покупала как-то в Максиме. Шикарно. На любой диаметр. Она прорезиненная такая. И очень хорошо закрывает все. У нее есть, видите, ступеньки. И вот она на любой диаметр. И очень хорошо не разбрызгивает жир. Обожаю ее. Кстати, насчет тефтиля. Опаньки. Вам плохо, как вы? Конечно, плохо. Разве не видно? Как-то я тут так, как-нибудь. Конечно, плохо.
вас сзади красивая картина. Эту картину писала старшая дочь Сандрочка по номерам, знаете, по точечкам. Ой, Сандра, ты тут. Я думала, ты ушла. Да, очень красиво, настолько у нее изумительно. Давайте я вам покажу поближе. Это вот, знаете, по номерам разукрашки. Она, Сандра старшая, очень любит рукодельничать. У нее очень много всяких идей рукоделия. То она сумочки плетет, то она из смолы что-то делает, то она вяжет, то вышивает. Она большая умница. Вертикальные для телефонов подходят, а по телеку края обрезаны. Ну да. Я люблю горизонтальные как-то больше, потому что красиво, правда? Я люблю горизонтальные больше, потому что там как-то понятно, кто зритель, а вот он на вертикали ранжирует, бог знает куда. Ну, хотя мне что. По телеку можно. В пятницу сделаем горизонтальный с мамой. Я надеюсь. Мне надо будет на физиотерапию увезти Кристину. Кристина стала жаловаться последнее время на боли в спине. Да, Сандочка, ты молодец, это рукодельница. Я, кстати, была в молодости, тоже очень любила все вот эти рукоделия, вязание, вышивание. И Кристина сейчас, Сандра сидит, тоже у нее алмазная, и хочет что-то на день рождения тоже из рукоделия, типа каких-то пазлов взрослых и так далее. Вот, спасибо. Спасибо. Сандра, ты здесь и тут. Сердечки, спасибо большое. Ну вот, и что тут хотела сказать, какая умная. Забыла. Наверное, было не очень умная. Вертикально, да, ну, в общем. Идея для подарка. Да, она говорит, что, может быть, пазлы для взрослых или еще что-то в этом духе, или... Она вот алмазную, по рисункам она как-то не открывает краски, нет. А вот эту алмазную она сидит, да, я тоже подумала. Ну и книги, конечно, книги, сама знаешь. И Яна, сейчас ваш стрим закончится, я пойду мириться с мужем. Пусть он пока остынет. Вечерний привет вашему доброму Василию. Моего мужа зовут Иван. Хорошие имена, конечно, хорошие. Главное, чтобы мужья были хорошие, душевные. А как имя, да? С лица воды не пить, и имя тоже это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. И я очень рада, Миша, что ты тут. Что планируете на Новый год готовить? Этот Новый год, я думаю, наверное, будем жарить креветки. Сегодня я разобрал свою клавиатуру, чтобы очистить от пыли. Миша, ты молодец. У вас прекрасные очки. Недавно такие же украли из Лувра. Блин, узнали, да? А я думала, что одену и не спалюсь. Похоже, да? Не говорите никому. Так. Сдаюсь. Наготовила, и как хорошо. С вами я не замечаю этого времени. Если бы я была бы одна, я бы уже ныла. Возвращать очки. Ну нет, давай, может, все-таки он никому не расскажет, и тогда очки останутся у меня. Украли, ну да, я что, незаметно? Ну да. Что? Красиво же, ну. Не все же королеве в очках ходить, я тоже хочу. Я верну потом. Так, ну все вроде как. Вроде как и все. Надо, конечно, раковину еще помыть. Шучу, а я нет. Сейчас эфир скинешь 112, давай. Еще не забудь 113. Тоже надо. И 114. Яна, в Таллине можно купить лобстеры по какой цене? Да, можно. Думаю, что даже не очень дорого. В магазине Кария Маркет, который ведет поставки во все рестораны Таллина. Находится около Призма, там по канаве Власными. Они, наверное, везде есть. Это не только, это сеть, наверное. Да, Кария Маркет. У них есть это все в замороженном виде.
Цены не смертельные. Там можно, потом, я думаю, в Cash and Carry можно. Привет, красавец. Никому ни слова. Молодец, Миша, вот прям зуб даю, да, не говори никому. Угу. Да, мы друзья с тобой. Лобстер на Балтийском рынке. Скорее замороженный в Cash and Carry или в Cash and Carry, не знаю, на Балтийском лобстер. Сложно сказать, надо смотреть, в рыбный зайти посмотреть. Да, если я буду, я посмотрю. Я всем обещаю, что я все посмотрю. Одним я обещала посмотреть, уже не помню что. Вы тут, не тут, палтус, холодному копчению или горячему. Кто-то от меня... я уже забыла, я записала. Вот, лобстер, да. Ага. Вот, оливье обязательно буду готовить. Хочу креветки на НГ, конечно. У нас они будут там долго. Ты их наешься там так, что потом не захочешь. Спасибо за сердечки. Да. Но обязательно оливье, где бы я ни находилась, дома, или мы куда-то уезжаем, улетаем на Новый год, но все равно оливье я делаю в любой стране. На Мальте Новый год, пожалуйста, оливье, потому что везде есть русские магазины. На Кипре, где мы только не были, в Дубае, все равно везде у Яны оливье будем с вами где-нибудь делать. Я всегда во все поездки, если я не дома, беру с собой вот такую решетку. Она стоит 1 евро в месте, где 1000 мелочей магазинчики, знаете? Евро. Вот, и вареную картошку на кубик, вот как на оливье, да, вот какая высота у кубика? Вот чуть-чуть, и провернули, чуть-чуть, и провернули. И у вас за 10 минут бак оливье готов. Тут нельзя прокручивать огурцы, и все. Колбасу я тоже продавливаю здесь. И получается, колбасу нарезаю сразу, толщину какая должна быть на кубик, и продавливаю. И аккуратнейшая нарезка получается. Огурец не сделаешь здесь. На шубу свеклу или кто там, нет, на шубу натирается. Но если свекла вот на винегрет там, допустим, тоже здесь. Это твой брат отправляет, сердечки я отправляю. Спасибо, спасибо большое, спасибо. А еще можно все порезанное купить и не париться. Сандра, ты видела в ТикТоке у меня и в Ютубе Шортс в Теспе в магазине 900 грамм банка оливье, уже все порезано. Только добавь майонеза и колбасы. Но оно, правда, в какой-то странной жидкости находится. Вот это я не понимаю. Это что? Там пишут, это вода. Я говорю, ну не вода, наверное, рассол какой-то. Его, наверное, надо слить. Я не знаю. Как инвайт. Идеально берем. Ну, да, ну, нет, но не знаю. Мне кажется, там, какая там картошка может быть, если она в рассоле вот в столько времени находится? Я не представляю. А кто-то из мужчин писал, ну, во-первых, сразу начали писать там, да, ой, да это такое дерьмо, да я лучше сделаю сама, да лучше все обленились там или еще как-то, да. Дело в том, что есть очень много одиноких людей. Есть мужчины, которые живут одни, а праздник надо, или он работает, или еще что-то, или он не умеет, да, и вот такие варианты хорошо подходят для людей одиноких. Там, не знаю, ну, мужчина в частности, да, вот он слил, наверное, эту жидкость, добавил туда майонез, колбасы, и говорят, что вкусно, да. Короче, никому ни слова, прочитайте этот комментарий. Да, Миша, никому не говори. А то вдруг, да, годила ты, ага, хорошо. Ты не дома, сваренная с душой, нарезанная под разговор с любовью, заправленная скорее всего, вкуснее всего. Да, надо будет нам с вами делать оливье, может, в стриме, только вот где мы будем, наверное, не в Таллине. Здравствуйте. Под иронию судьбы. Нет, этот раз без иронии, не хочу. Надоело. И теперь Новый год, и не только смотри с родителями русский канал. Я вас смотрю с 22-го года. Ой, да вы что? Да вы что? Есть зрители, которые нас... Как Маркиз шикарно. Маркиз, иди покажись. А? Маркиз, тебя просят. Маркиз, иди покажись людям. Маркиз. Как этот стрим, он уходит. Маркиз, иди покажись. Тебя люди просят. Пойдем покажемся. Пойдем покажемся.
Тебе, Вася, все передают привет. Тебя видели. Ненавидит почему-то стримы. Я не знаю, что такое. В Нарве куча снега. Да, у нас снега мало, но тоже есть в Таллине. А обычно резаные салаты это почти просрочено. А там заготовка. Он не готов, это как бы заготовка. Типа борщ, чепухи такой. Ну что? Ну что? Помаши ты хоть лапой. Что-то как куча какая-то, я не знаю. Ну. Ой, да. Энергию чужих людей чувствует. Мне тоже так кажется. Он вообще из тех, который, когда ты садишься куда-нибудь там болтать с кем-то, там вот стримы или между собой, или кто-то смотрит телевизор, или лег отдохнуть, он моментально рядом с вами. Но как только стрим, его как пулей выносит отсюда, да, вот он в стрим нет. Он никогда не заходит, редко. Очень странно. Да. Не хочет он. Сейчас уйдет, да? Ты уйдешь? Посидишь, но посиди. Да, в гости приходят, он сразу к гостям. Точно, Сандра. 3-й день снег. У нас 1-й сегодня я увидела, когда вот шла утром. Милашка, да. Как звать котика Маркиз? Где сейчас Кристина, то ни слуху, ни духу никогда на эфире. Она не желает никаких эфиров, и она играет в Хогвартс наследие Гарри Поттер Легенси чего-то на приставке на этой, как ее. Ну, короче. Дуже красив. Ты, говорят, дуже красив. А ну, иди покажись, как ты дуже красив. Вот ты мой зайчик. Ты сладкий. Вот так. Она пришла со своих логопедов и играет в эту игру. Забыла я, как это не приставка. Xbox. О, вспомнил. Снег идет. Ну что, хорошо. А вы сколько страниц сегодня прочитали? Сегодня прочитала 4 только. А вот что вы сейчас, Сергей Борисов, читаете? Я понимаю ваш искренний намек на мою дебильность, но сегодня я читала и вчера. Моя мечта вас увидеть в Таллине. Это легко осуществить. Да, фотку видели, снег, так, поняла. Очень жаль одиноких людей грусть. Да, конечно. Ну, знаете, бывают командировочные, бывает всякое, бывает кто-то по убеждению. Не всегда это грусть. Многим людям нравится одиночество. Привет. Да, чё как? Xbox это приставка. Ну да, все правильно, я забыла. Кот пират, да, точно. В Украине будет падать снег в неделю. Хорошо. У нас вот тоже выпал. Да, что читаю? Я думаю, что-то я такое отвечала. Это наш дорогой хейтер Сергей Борисов, уважаемый. Он любит писать всякое. Да, кстати, овощи, подождите. Вот, и читаю я, знаете, сейчас, когда мы стояли в палатках, центристов. Я знаю, Сергей Борисов, что вы не любите центристов, но книга относится туда, поэтому по-другому никак. Вот. И Калле Клаундорф был столь любезен, он тоже баллотировался и подарил мне свою книгу. Наемник. Сейчас я, подождите, принесу. Пошли, Маркиз. А, ты хочешь конфетку? Ты конфету ждешь? Сейчас я дам конфету. Вот, наемник нашего времени. Калле Клаундорф. И я ее дочитываю. Осталось чуть-чуть совсем. Вот, и он любезно подарил мне моя предвыборная. Это осталось на память. Буклет. Вот, и мне нравится. Он же работал в спецслужбах, в полиции, вот эти всякие про Эстонию там интересно. Кто хейтер? Ну вот он почему-то хейтер. Ну не все же должны меня любить. У вас сейчас тренинг, учитесь за словами в карман не лезть. Нет, я всегда так говорю, Сергей Борисов. Вы что, не бываете на моих стримах первый раз? Я вам очень рада.
Мне не надо тренинга, мне не надо никуда лезть. Я болтаю так всегда, даже когда выключена камера. Так что так. Сколько вам лет? Если неприлично, то извините. Я вас извиняю. Это неприлично. Вы из Украины? Нет, я из Эстонии. В Нарву приедете. Я была в Нарве. Просто я знаю маму Кылварта. Чудесная женщина. И что же вам не нравится в маме Кылварта? Я помню, вы приезжали в Нарву в День Победы. Нет. В День Победы я не могла приезжать, это не я была. В День Победы я была у нашего Алешеньки, у бронзового солдата на военном кладбище, а к вам я приезжала, когда был парад Кайцелит в Нарве. Вот там он был рядом, поэтому. Яна Кылварт какую должность сейчас занимает? Он сейчас глава горсобрания и будет через 2 года мэром. А сейчас у них все вопросы там в коалиции, они до сих пор решают с коалицией там вопросы того, чего начинает работать. Помню зеленые карты, ну прекрасно. Многие, кто в Эстонии помнят зеленые карты. Вы уже извинялись, да, неприлично. Борис, не нравится, не лезьте. Знаете, это есть тогда, когда не нравится, но все равно хочется. Пусть в прошлом году. Почему Михаил Кылварт на камеру не говорит по-русски? Что за глупости? Возьмите у него интервью, он будет говорить с вами по-русски. Спокойно говорит по-русски. Он великолепно говорит по-русски, по-эстонски. И еще по-человечески умеет. Он молодец. Да-да-да, парад этот Кайцелит был, да. Это было, по-моему, как-то было очень жарко. Это был август или что-то. Ты что сидишь? Ты что сидишь? Ты конфету ждешь? Конфету? Значит, получается так, что ты, значит, снялся для видео, теперь тебе за это надо конфету, да? Так, давай, чтобы тебя это зрители... Что? Что? Чтобы тебя зрители видели. Вот здесь они тебя видят. Давай иду сюда. Ну да, там поешь. Михаил Кылварт прекрасно говорит на всяких языках. Это очень понятно, просто и по-человечески так. Его очень любят люди, к нему постоянно подходят на улице, вот когда он к палаткам приезжает, там на праздниках. Как он стоит, он внимательно так слушает всех. А там бабулечки его там окружат, и там как... И не отходит от него, он никого ни одного не отстранил, или типа, ну хватит, или нет, он каждого выслушает до конца, он молодец, конечно. А этот хитренький, конечно. Маркиз спиной сел. Чтобы не смотрели в рот. Конечно, будете смотреть еще. Да, он все наученный. Поработал, так сказать, в семье блогера по-другому нельзя. Поработал, заработал. Надо к мужу приучить. Дашь тефтелю. Он придет. Меня завтра в школу. Иди обязательно, конечно. Хорошего, легкого дня тебе. Яна, как ты думаешь, Эстония присоединит к себе Россию? Зачем нам кого-то к себе присоединять? Мы сами себе живем в своей стране, любим ее. Зачем нам кого-то присоединять? С контрольной за триместр по математике. Сочувствую. У меня 3 пишем, 2 в уме по математике. Тоже завтра 9 класс. Ох, сочувствую вам. Кристина закончила в прошлом году все эти... Да, готова. Я уже забыла. Я уже забыла про овощи. Спасибо. Все эти экзамены, все это, конечно, да. 9 класс знаю, проходили только что. Знаете, какая вот кажется, что ты закончил 9 классов или там 12, и слава богу, все навсегда, ура, выпустился. Нифига. У вас родятся дети, 1, 2, 3, вы пойдете опять в 1 класс и будете опять учить таблицу умножения, и опять извлекать корни, и всякое извлекать. Это никогда не кончится. Я наивно полагала, что я закончила 10, 12 и 9 там и все.
Немного страшно этот стресс. Страх никогда ничему не поможет. От страха ничего лучше не будет, а вот волнение и от волнения чего-то забыть, элементарное напортачить может запросто. Поэтому надо откинуть этот страх на вот этот период. А потом экзамен закончится, бойся сколько хочешь. А вот на этот момент надо расслабиться, в смысле не переживать, и сосредоточиться на вот этих знаниях. Потому что эти нервы, они не помогут. Центристы делают ставку на одного из двух лидеров и в итоге не имеют ресурсов для глобального влияния. Для глобального влияния в пределах Таллина, не забывайте о том, что у нас сейчас были местные выборы. Вы как-то так о хозяйственной части посадки деревьев и трамваев и скамеек так глобально выражаетесь. Яна, может, ваши домочадцы уже есть хотят, а мы тут на кухне мешаем? Меньше съедят, что скажу. Ой. Еще Сависар выборы проиграл. А что страшного в проигрыше? Если вы болезненно ко всему относитесь, к критике, к проигрышам, то думаете, все так? А нет, это не так. Не надо бояться проигрывать. Ничего в этом страшного нет. Отрицательный результат тоже результат. Мне не страшно, это стресс. Да, я понимаю. Стресс это пройдет, это жизнь, и ничего с этим не сделаешь. Это надо. Учиться надо. Через это проходят все. Я так себя уговаривала, дочь уговаривала. Потом это не будет вечно, это кончится даже сегодня, там, когда идешь на экзамен, да, что это все. Но это же кончится через несколько часов. Ты будешь 4 часа уже дома сидеть, и все пройдет. Да. Ой, а что это я тут? Не туда. По-моему, я на старое отвечаю. Пап, смотри, сколько нам задали. Да. Это моя любимая, да. Как его зовут-то? Сергей Борисов. Как его зовут? Который ведет это, да, изумительно. Сколько нам задали. Тяжело с эстонским, да, понимаю. Тяжело с эстонским. Потому что за счет предмета учится язык. Понимаю, проходили это тоже все, к сожалению. Вспомнила стендап. Щербаков, правильно, Сандра. Еду утром на работу, а вечером делаю уроки, да. Пап, смотри, нам сколько всего. Эти выборы показуха. Не согласна. Я видела их изнутри, была и участвовала в этом, это не показуха, это неправда. Пусть теперь эстонцы слушают, как мы по-эстонски говорим. Это единственный комментарий, на который я вам не ответила, и вы решили его здесь написать. Я его там читала, и здесь читаю. И что, пускай слушают, и что, мы разве плохо говорим? Поймут. Сколько у вас идет эфир? 2 часа 48 минут. 2,5 часа. Ну и что? Я и по 5 вела, но только тогда я сидела хотя бы. 5 тоже спокойно мне. А понимаете, когда человек не играет и не притворяется, ему не сложно ни 3, ни 5, ничего. Я такая и есть в жизни, мне не надо ничего делать. Все. Я сейчас выключу эфир и буду все равно болтать так же дальше. Я иногда думаю, может его не выключать. Я закончила школу почти на отлично, даже в Артеке была 45 дней, но в школу больше не хочу. Ну, это сложно, безусловно. Там ведь не только... Там же вот эти вот отношения межличностные, да, всякие вылезают люди, раскрываются. Это довольно сложно. Школа еще, когда подростки не очень умеют, да, скрывать или не желают, да, свои мысли и так далее. Выборы всегда разминка. Я так понимаю, что вы, наверное, по минимуму сидите в горсобрании или в Рейкикоку, раз вы так все прекрасно знаете. А если нет, то почему вы не там? Это, знаете, как спрашивает жена у мужа, который все время пилит ее жену и учит. Она у него спрашивает, если мы такие умные, то почему мы такие бедные? Вот у меня такой же вопрос к вам. Олег Беседин не послушал меня. Ну вот, видишь, плохо. В прошлом году учитель ничего не говорил, не задавал, а в этом году прям очень много. За один день 40 слов надо выучиться, капец, понимаю. Потому что 9 класс, все проснулись, все давай, потому что с учителей тоже будут спрашивать, и с вас, и с учителей 40 слов. Дели. Дели так, что 10 слов до еды,
потом 10 слов или 3-5 слов, пока зубы чистишь, и прямо вот так вот распределяй. Мы делали так, когда я учила детей, я ставила слова, прямо писала их там, ну, список напиши, ты же уже взрослый человек, там в туалет, ну, сколько ты там в день ходишь, 5 раз точно ходишь, вот у тебя на листочке на двери пусть висит 5 слов, на кухне у холодильника еще 5, того 10, и вот как-то так вот разбей их, а не то, что 40 подряд, это трындец, конечно. Как вы думаете, в каком я классе? Ты же говорила в 9-м. Тефтельки готовы, овощи. Все. Я уже все забыла. Да. Тефтель. Подождите, давайте я, наверное, возьму. Камеру не возьму, да. Нет, там у меня все упадет здесь. С этими камерами. В общем, тефтельки вот в соусе. О! Да. Овощи тут. Запеченные. Сейчас будем. Так, а никого не дождешься. Муж уже сидит с этими с деталями. Кристина играет, и она не пойдет никуда. Она даже не слышит, не желает. Поэтому все закрывается фольгой. Тефтели здесь на подогреве стоят. У плиты специальная программа подогрева. Они все время теплые. Кто когда захочет, тот придет. Винни-Пух от Таллинфильм вам поможет язык услышать. Какие вы интересные передачи смотрите, Сергей. Вы не ответили мне, что вы сейчас читаете. А то вы меня спросили, а сами про Винни-Пуха. Нет, я в 3-м, я не говорила, что я в 9-м. А в 3-м, ну молодец, тогда учи таблицу умножения. То есть я прихожу в школу, и сразу контрольный учитель не щадит. Потому что 9 класс уже никак не пощадишь. Никто не будет щадить и дальше. К сожалению, жизнь такая, она сложная. Все хотят быстро стать взрослыми, чтобы скорее повзрослеть. И на самом деле тут у взрослости нету ничего хорошего. Здесь довольно сложно жить. Довольно сложно. Поэтому не спешите. Класс тефтельки, овощи, супер, спасибо. Работа потом тоже не щадит. Вот вам, пожалуйста, один птенец вышел из гнезда, старшая дочь. Тоже работа не щадит. Что, Сандра, хорошо быть большой? Скажи людям. Все хотели быть большой, уйти скорее от мамы, жить отдельно. Вот одна ушла. Спросите, как. Васюту слушаю. Кто это? Какая ваша любимая музыка? Вообще я люблю рэп, я люблю классику и тюремную лирику. Пушкина на финском. Ой, какой молодец. Вы полиглот? А вы не забыли рецепт хлеба на воде, на паприке, уксусном? Я же забыла. Ты говорил это во время стрима, я не пишу же ничего. Меня вон физиотерапевт увидел, посмотрел, чем я тут занимаюсь. Я ее записала, а рецепт нет. А как там в Таллине, хоть нормально? В каком смысле? В каком смысле? Лучше, чем в Нарве? В смысле? В каких аспектах вам интересно? Как отличается по деньгам жилье в доме, в квартире по Эстонии? Кажется, бежит быстро. Как отличается деньгами жилье в доме? Но в доме отопление, смотря какое, в квартире, у отопления, какие счета за отопление, счета за квартиры, есть очень много роликов и за электроэнергию. Все зависит от того, энергия на каком вы пакете, биржевой или нет. И отопление в доме, как у вас в квартирах, а вот это вот центральное отопление. Я показывала счета на примере 2-3 комнатной квартиры в Таллине. И там очень много комментариев под этим видео и в ТикТоке, и в Ютубе. Люди пишут свои цифры. Самое дорогое отопление и квартплаты и счета в Нарве. Нарва просто ужас, какие счета, это страшно посмотреть. Причем Валга тоже очень счета большие. По-моему, Пайде как-то более-менее, вот Таллине, то не все. А дом зависит от того, какое у вас отопление. Если вы дровами, то может быть, хотя и дрова сейчас тоже дорогие. Привет из Баку, здравствуйте. На самом деле классно, но до момента, пока коммуналка не приходит. Ага, вот вам. А вы говорите, что вам в школе много задают. И потом вам будет коммуналка приходить. Здрасте, здрасте, привет. По ценам, ну, смотря что. Кто-то говорит, что в Таллине, на самом деле, получается, что все квартплаты в Таллине дешевле, потому что вся Эстония воет, что дорого везде, а в Таллине еще ничего. В Нарве очень дорого.
Сандра, я не знаю, что я тебя не взяла. Мне надо было срочно, поэтому я не взяла у тебя. Так, девочка 9 лет спрашивала, сколько лет, оказывается, 3 класс, все, малышка. Ой, бог знает, кто здесь малышка, а кто нет. Потом окажется, что там не девочка, а дедушка. На продукты. Но цены на продукты, в принципе, везде одинаковые по стране. Сколько я вам показываю на периферии, когда мы ездим по провинциям цены в Эстонии и когда в таллинских магазинах. Можете тоже посмотреть видео, на канале их много. Какие-нибудь провинциальные города, цены и здесь Таллин. Одинаково. Но, как бы ни странно ни казалось, у нас дороже на ярмарках и на рынках. Когда раньше ходили на рынок потому, что тут дешевле. Помните, да, это были такие времена? То теперь уже давно на рынке намного дороже. Но там может быть качественнее, потому что там эстонские товары, там эстонская картошка, выращенная у нас лук, морковь, лук там с Чудского озера по 3,5 евро за килограмм, да, а в магазине польский 30 центов. Так что сложно сказать, в зависимости от зарплаты. Все мечтают в старости быть мудрецами, а остаются старыми дураками. Совершенно верно. Вы еще про турбо не знаете. Я смотрю, Сергей Борисов, что я вообще очень мало чего знаю, и вы мне сейчас все расскажете. Сандра, почему работа не щадит? Кем ты работаешь и нравится ли? Ответь людям. Когда эфир закончится? Сию минуту. Он тебе надоело, да? Да, сейчас закончим. Я открыла для себя аудиокниги. Там есть все. Современная литература, классика зарубежная. Очень удобно. Делаешь дела и слушаешь. Совершенно верно. Тоже очень люблю, но практически не могу пользоваться, потому как все время параллельно монтирую. Но вообще это да, это хорошо при каких-нибудь прогулках. Но в этом для меня есть один минус. Все-таки аудио немножко не то, что бумажный носитель. Все-таки бумажный носитель ты держишь в руках. Ты его нюхаешь, извините, а запах новой книги. Запах новой книги. Ты можешь остановиться. Я понимаю, что можно тоже везде на паузу нажать, да. Ты можешь остановиться, ты можешь где-то вернуться. Наверное, в аудио это тоже все возможно, но почему-то я люблю бумажные варианты. Может, просто привычка, не знаю. Но хотя это очень хороший вариант. Так много не прочтешь, сколько можешь прослушать. Да. Несмотря, конечно, еще кто читает и как читает. Потому что если там читают как-то так... Да, надо хороших исполнителей, шикарных артистов, чтобы читали тогда это прекрасно. Сандра работает у нас в ИТ. Да. Мне просто спать хочется, не пропускать не хочется. Да. Учиться новому – это классно. Сейчас аудио ИИ забирает, противно слушать. Ну вот, да, там должны быть очень хорошие артисты тогда. Я помню, когда-то в детстве мама слушала у меня на театр у микрофона, и там были разные пьесы, книги, романы, и там прекрасные артисты читали. Сейчас я как-то кинулась в детстве, Кристина нам, по-моему, хотела поставить, и она тоже любила с детства, Кристина, вот это вот пазлы, что-то собирать, что-то там вот это вот делать, рукоделие. Я ей не то сказки, не то что-то, незнайки какие-то поставить хотела на аудио, вот это тоже, она еще читать не умела, маленькая была. Ну и читают, как Пономарь какой-то, это же вообще 1, 2, 3, ну ужас, я не знаю. Да, как Пономарь. Спасибо вам за ответ, вы замечательная семья. Счастья вам, спасибо. В Ютубе озвучка ИИ. Этот ИИ настолько везде, как это, распространился, что противно уже. Давно есть в Ютубе, да и не знаю про ТикТок. В Ютубе, что обязательно, когда мы выпускаем видео, нам надо отмечать галочкой, если там примесь вот этого ИИ, создано ли это видео или какая-либо часть из него с помощью искусственного интеллекта. И галочку ты ставишь там, что да, нет. Он требует, YouTube требует обозначать это. И мне не нравится, как он заполонил этот искусственный интеллект. Когда я смотрела в ТикТоке, какой-то там вот зайчик идет, и там на дороге какой-то котенок лежит, и он его там домой притащил, и там булкой накормил, и там вот это все мило, пушистенько, да. А когда сегодня, например, мы с мужем в Фейсбуке
пили кофе вместе, да, я говорю, смотри, какая страшная авария, едет там какая-то фура, занесло, там это вот как-то перевернуло легковушку, и все. И у меня муж тоже смотрит, ну абсолютные новости. Новости, все, открыли в Ютубе, в Фейсбуке видео такое. А муж говорит, а что-то, говорит, странно, говорит, так легковуха, пока разворачивалась эта фура, значит, там, говорит, а почему эта легковуха не уехала, она же едет, говорит, как, что-то, говорит, так странно. И тут до меня дошло, но настолько было реально, я начала смотреть, а они же обязаны помечать маркером, что это ИИ. И да, написано сгенерировано с ИИ. Да идите нафиг вообще-то, даже что где правда теперь, а что нет. Отвратительно. Ушло вот это индивидуальность, ушла индивидуальность. Очень многие каналы и вот эти ютуберы не хотят это вот сами что-то вкладываться, да, собственные, как сказать, моральные силы и энергию. И вот это вот лепится вот этим ИИ. Но такое все как под шаблоны, ну, не знаю, мне не нравится. Как вы относитесь к Катри Райк? Отрицательно. Радио няня было, там спектакль с отличным. Да, не сравнивайте чтением, да, специально нашла, даже ставлю ребенку, хотя им по 60 лет. А, есть еще, да, в интернете. Угу. Голоса, речь чистая, приятно слушать, как дела? У тебя раньше люди говорили красиво. В 23 ложусь. Через пару лет не поймешь, что и. Я сегодня первый раз лоханулась на новостях вот на этих. С папой сидели, Сандра, дочке рассказываю, вот это вот вертикальная, фуру заносит, а сейчас же скользко, я такая, о, смотри, фуру занесло, а это там легковуха и все. Папа сидит и смотрит, говорит, а почему она не уехала за этот период? Почему она там как бы стоит, ее тут заносит, а что она как бы, ну, в общем, было понятно, там был апс, как говорят эстонцы, да? Не поймешь, да сегодня я первый раз попалась. Вы слушайте меньше, там 3 класс, 9, окажется, что сидит дедушка. Подозрительная старушка. Папа внимательный, да, он чисто, видимо, как бы, грубо говоря, морально сел за руль, я тоже как-то села, наверное, не очень хорошо, но у него опыта, наверное, больше, потому что я не поняла, да, фура развернулась, и все, и машина должна бы уже улететь, она еще оттуда только выезжает, говорит, а где она раньше была, и я все, да, и смотрю, сгенерировано, ну все, а через пару лет ты вообще ничего не поймешь. Поздравляю, у нас 43 лайка, 73. Какое счастье! Спасибо. А книги Клаудорфа на русском, можно еще раз название, он там про Виру отель пишет? Да. Он и про Перну, по-моему, про Виру, да. Калле Каландорф на русском. Наемник нашего времени. Книга перед вами. Его номер был 379, он вот это дарил своим избирателям в палатках. Мне посчастливилось с ним стоять, очень интересно. Потом мы еще с ним в старом городе встретились, когда Манна и Ларо зашли на вот этот праздник. Не праздник, а почет голосов. Вот и он мне дает эту книгу. Мне чуть-чуть осталось, и я вот прямо даже берегу немножко совсем. Да, потому что когда все время сидишь только в этом телефоне, и сон нарушается, я плохо засыпаю, а когда читаешь, тогда хорошо. Так. На ТикТоке садится телефон, я так понимаю, что этот провод не заряжал его. Но нам все равно надо уже заканчивать. С этими проводами, конечно, здесь их должно быть миллион. Телефон горячий, это старый, я звук телефонов. ТикТок, в общем, вы сейчас отключитесь, потому что села батарейка. Я вас всех люблю, обожаю, спасибо вам, что подписываетесь, смотрите. Вы сейчас выключитесь, и у меня нету больше проводов. Да. Здравствуйте из Минска, здравствуйте. У меня ребенок 9 лет, 21, уже спит давно. А в школу к 8, потому что здесь нет детей до 3 класса. Вы бы поняли по писанине, что это 3.
Яна, а ТикТок что дает блогеру? Если бы... Вообще-то ТикТок прекрасный источник дохода, но дело в том, что в Эстонии не монетизируется ТикТок, но зато тебя знают в стране, и очень много рекламных предложений идет мне именно с ТикТока. Спасибо за стрим и отличного вечера. Мерси, Сандрочка. Спокойной ночи, до свидания. До свидания. Спасибо, мои хорошие. Что-то я как-то не ожидала, что я 3 часа могу простоять. Это я, знаете, натренировалась, когда у меня спина была сломана на даче, да. Я же все время эфиры стояла. Я стояла их, поскольку по 3-5 часов стоя, потому что нельзя было сидеть, можно было лежать и стоять. Так что я натренирована. Но старшее поколение прекрасно помнит и знает, кто такой Клаундорф. Да, за него голосовать, себя не уважать. Ну да, кому как. Я тоже это видео сегодня видела с фурой, даже не подумала, что я вот так. Видели, да? Вот и тоже, если бы не муж, я тоже попалась. Скользкие дороги, иди скорее переобувайте колеса, смотри, здесь фура. Муж говорит, во-первых, говорит, это не у нас, там горы. Я говорю, ну, неважно, что горы, да. И потом машина не уехала. Обратите внимание, если найдете еще этот ролик, фура разворачивается, и только потом показывают, как машина начинает оттуда выезжать. Где на это время все было? Ну, короче, да. Это ИИ оно. А если оно не отмечено, что ИИ? И есть же эти всякие разные. Короче, везде обман. Всюду обман. Ваш муж смотрит сейчас по телефону, интересно. Нет, он сидит в чертежах, я же заходила. Он меня наслушается так. Все, ТикТок выключился, потому что сел телефон. Не знаю, откуда брать эти провода. Все. Один готов. Заряжала в Питере, покупала специальный противокот. Антикот называется, железный такой оплет, ничего не заряжает. Понятно, как он еще вообще выдержал. Ладно, мои хорошие. Надо ромашкового чаю попить и ложиться скоро. Еще монтировать. Может быть, я еще смонтирую. Там я начала. Давайте прощаться. В пятницу будет эфир с мамой. Я надеюсь, я успею от физиотерапевта с Кристиной приехать. И приготовили, поужинали, посуду помыли. Да, у меня уже машинка 2 раза сработала. До свидания, мои хорошие. Спасибо. Столько успели, да. Очень приятно с вами было. Все. Всем пока, всем до свидания. В пятницу встретимся. Часов в 6 или в 7 вечера будет эфир от мамы.